Есть контакт. Всем привет. Есть ли звук, пишем, самое главное. Друзья, начало мне придется, как всегда, я чувствую, вырезать. По той причине, что... Ага, еще и реклама пошла. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня мы обсудим, что именно мы хотим покупать на Алиэкспрессе, что не хотим покупать на Алиэкспрессе, и 10 причин, в принципе, на распродажах не покупать. Так, Стас, привет, Виталий, привет, Максим, привет. К чему я это все? Во-первых, конечно же, за эту неделю было довольно много товаров на канале, которые стоит обсудить, а во-вторых, сейчас мы подождем, когда люди придут чуть-чуть. Я уверен, что нас будет слегка побольше, чем 14 человек. Делимся мнением, кто чего собирается покупать и кто вообще знает, когда будет в августе распродажа. Есть те, кто знает? Так, Виталий, выигрывать в розыгрышах. Виталий, если вы хотите выигрывать в розыгрышах, на моем канале это магия. Вы можете не присутствовать на стриме. Совершенно великолепно. Вы можете посмотреть стрим в конце. Ну или после него, во-первых. Во-вторых, если у вас есть в личке что-то, каким образом с вами связаться, я вам напишу. Если нет, под комментарием напишу, и опять же вам придет. Вот, все, нас 45. До 50 дождались. Еще раз всем привет, вы на канале Польза.нет, и я уверен, что вы об этом знаете, нас уже 55 человек, и поэтому мы можем приступить к теме. К теме основной теме нашего стрима. В первую очередь, это общее. Почему, по моему мнению, не стоит покупать ничего на распродажах? Да, когда вы заряжены и пишете, что я хочу OnePlus 7 Pro купить, это хорошо. А когда вы не знаете, что купить, это уже очень плохо. Первая причина, почему, по моему мнению, никогда не стоит ничего покупать на распродажах, это, конечно же, то, что вы купите на 100% что-то, что вам вообще не нужно. И это что-то будет не каким-то там телефоном, наушниками или игрушкой. Это будет вообще какая-то бредятина из разряда того, что держатель для третьих наушников и пару коробочек. Вот, допустим, я вот эту коробку, на которую потом делал обзор, Орика, купил тоже на сейле за 800 рублей. Думал, это дешево. Но не будем об этом. Смысл в том, что психология у всех одинаковая. Вы можете быть, конечно же, особенной, но вполне вероятно, что нет. И если это не так, то на распродажах вам будет печаль. Работается с этим, конечно же, все легко. Вы переписываете то, что вам надо, запоминаете цены, потому что программы тоже врут. Об этом я расскажу потом, каким образом они врут по поводу цены. То есть многие продавцы просто-напросто за месяц до распродажи делают цену космическую, вот и все. И потом на распродаже выставляют именно этот лот. Допустим, у меня очень много лотов, которые я купил на Алиэкспрессе, и эти лоты в перспективе стоили дешевле, во время распродаж стоили дешевле, а до распродаж стоили каких-то космических денег. То есть те же QCY AirDots, у них была цена одна, очень долго, потом во время распродажи она стала половинчатой. То есть их там, как многие помните, писали, что QCY T3 стоит почему-то $119. Вот сейчас они уже, по-моему, стоят 40. И в программе вы будете видеть, что они стоили $119. Понятно, что вы разбираетесь, но большинство нет. Еще раз всем привет. Второе, вы купите вещь, которую вы до распродажи в горячих товарах или на другой площадке могли купить дешевле. К чему это? К тому, что вот как раз почему у меня здесь коробка лежит, я буду постепенно оттуда что-то вытаскивать и рассказывать вам, что и как я покупал. Это не все, но во всяком случае на вот этой базе можно хоть что-то рассказать. Вот это Pace, Amazfit Pace, как вы знаете, там я Amazfit эти бедные покупаю, постоянно о них всем рассказываю, притом стараюсь о всех моделях. Так вот, Amazfit Pace сейчас стоят на некоторых площадках, не буду говорить на каких, дешевле 5000 рублей. Я уверен, что на Алиэкспрессе дешевле 5 они не будут стоить даже во время распродажи. То есть они будут максимум 5800. А я их покупал вообще, по-моему, за 4900. У Amazfit есть такая магия по поводу не распродажи, а по поводу вообще продажи девайсов. Раньше была и сейчас тенденция остается. При появлении их продукта на рынке они продают вещь дешевле, а потом они начинают постепенно поднимать на нее цену вплоть до 20%. Все, со вторым вопросом, я думаю, со вторым пунктом мы закрыли. И какие площадки вы еще знаете, можете написать в комментариях, ничего страшного, я не буду считать это спамом. Понятно же, все это риск, кроме Джума. Вот Джум это совсем дно, давайте его не называть.
Это Gearbest, долго идет и что-то реально есть дешевле, попадается такое. Второе это JD, там реально купить дешевле, чем на Алиэкспрессе, там очень много товаров, которых нет на Алиэкспрессе, идет все безумно долго, очень часто не отслеживается, и каждый раз, когда я у них что-то покупаю я там в основном дорогое, это у меня стресс. Третья площадка это Banggood, это, если честно, там вот нечего покупать. Можно порыться, но на Алиэкспрессе можно найти значительно больше. Ну и, конечно же, можете брать у перекупов из разряда того, что склад в каком-нибудь Китае, зарегистрироваться на площадке на Тмоле китайском и покупать там во время их распродажи. Вот это, конечно, ого-го, даже слова не могу подобрать. Смысл в том, что вот как раз на вот этой игрушке можно легко сделать пример. В Китае она стоит 800 рублей, на Алиэкспрессе местном она стоит 1600, это самая дешевая цена, вообще где-то она выходит с доставкой 2000, то есть 800 рублей и 2000, даже с пересылкой она через ваш склад выйдет там в 1000 рублей. То же самое по часам очень многим и наушникам. Дальше. Да, ого-го и ехе-хей. Что мы еще можем сказать? Третье. Из-за ограниченности по времени, возможно, вы купите товар дороже, чем он продавался до распродажи. И никакие программы вам не помогут. Почему? Потому что, когда вы зайдете на Алиэкспресс, вы, к сожалению, как и я, наверное, работаете, и поэтому у вас нет много времени, чтобы анализировать, как дорого стоил товар до распродажи. Это как раз тот развод, про который я говорю, когда продавец, вот, допустим, на Алиэкспрессе, это Verge, вторые, у меня на них есть обзор, я их коцнул, как вы помните, во время обзора, то есть это был не обман, вот такая вот печаль теперь у меня вместо часов. Но они работают. Так вот, Amazfit Verge магическим образом на Алиэкспрессе сейчас стоит 15 600, я видел несколько лотов. Я великолепно уверен, что просто во время распродажи они на пресейле станут 11, а на JD они как стоили 9200 или 9600, так и остались. То есть магия в том, что многие продавцы специально до распродажи за месяц выставляют цену, это я уже третий раз повторяю, но не устаю повторять, выше. И никакая программа не сможет вам отследить этого, потому что программа показывает цену за месяц. Может быть, есть те, которые за 3 показывают, но я не уверен, что вы смотрите. Дальше, по поводу этих часиков сказал, может, ну, их я не буду откладывать, потому что это как раз по поводу еще страховых случаев поговорим потом. Четвертое. Пока вы будете ждать распродажи, вполне возможно, курс вашей валюты упадет, а доллар подскочит. И купить ее даже по этой цене у вас не будет возможности. Это касается очень сильно дорогих товаров. То есть, допустим, я вижу, что в долларах что-то падает, реально падает, а в рублях я это покупал значительно дешевле. То есть, у меня есть в корзине товары, на которые я договорился на скидку, допустим. У меня там лежат наушники за 4 800, я хотел договориться их вообще за 4,5. В итоге я сейчас хотел их купить за 4 800 в корзине, а так как Алиэкспресс фиксирует, я так понимаю, это я сегодня узнал, цену в долларах, эти наушники у меня уже стоят 5200, потому что курс доллара вырос, а продавец, как понятно, со мной договорился на скидку в долларовом эквиваленте. То есть вот такая печаль, вы просто дождетесь того, что наша валюта, моя валюта, я живу в Российской Федерации, она не растет никогда. Вот такая вот печаль. Вячеслав, кстати, насчет Яндекс.Маркетов и же с ними, я вам открою страшную тайну, которую, я думаю, вы и так прекрасно знаете. Яндекс.Маркету, как платформе, люди платят просто баснословные деньги за то, чтобы их рекламировали. То есть вы понимаете, что цена клика на Яндекс.Маркете, по-моему, рублей 300. Если какой-то товар брать за 1500 рублей, вы примерно можете представить, какая должна быть наценка на этот товар. В корзине не только наушники, в корзине также часы и же с ними. Вот, Amazfit Beepo, которая, кстати, разыгрываю 25 августа. Про поводу розыгрыша ничего не писать, прошу, потому что в описании к видео у вас есть великолепное объяснение, каким образом, в каких розыгрышах участвовать. Это будет 25 августа розыгрыш на часики. Вот эти Amazfit Beepo я вообще купил за 3200 на Пандау. Понятно, что 300 тысяч раз перекрестился, по отзывам кому-то они не пришли, мне пришли. Я имел возможность подождать, ждал, я мониторил цену около 7 месяцев, это факт. То есть ниже 3600 рублей она не опускалась. Сейчас, по-моему, 3400 на днях видел, и она опять поднялась. Дальше, к чему это все? К тому, что вот как раз некоторые товары на других платформах можно купить раз дешевле, а два некоторые товары по цене в долларах могут стать дешевле, а в вашей валюте дороже. И это часто происходит. К сожалению, очень часто, особенно под распродажи. Почему-то вот так у меня складывается, и особенно на дорогие товары.
Дальше, пятое. Пока вы будете ждать товар, скорее всего, безумно долго. Да, во время периода распродаж продавцы делают такую магическую вещь. Во-первых, во время распродаж они могут сэкономить на чем? На закупках. То есть они покупают не 10 пар наушников, а 100 пар. И ждут, пока эти 100 пар люди раскупят для того, чтобы 100 пар отправить в Российскую Федерацию, и так было дешевле. Это раз. Два. Как вы понимаете, почта забивается. И здесь магический момент. Здесь уже не из разряда того, что давайте поговорим о обезьянках, а магический момент заключается в том, что когда люди заказывают какой-либо товар, они не замечают, что указано, допустим, что продавец имеет право их отослать, этот товар в течение 2 недель, 3 недель. Когда мы обычно покупаем, мы не замечаем этого. Во время распродаж этот период может быть вообще чуть ли не до месяца. На это обязательно обращайте внимание, если будете во время распродажи что-то покупать, но это тоже стандартный развод. То есть можете вы после сейла ждать не месяц, как обычно, а 2-3. Как очень часто бывает на Gearbest без всяких сейлов. Почему я там перестал покупать? Не знаю, я не обижен на них, у них есть адекватные цены на адекватные товары, но вот это мое ощущение. И я не совсем понимаю людей, которые их пиарят, потому что Gearbest по всем позициям ставит цены значительно выше, чем на Алиэкспрессе. Дальше, шестое. На все товары свыше $500 в России, допустим, как вы знаете, есть налог. И в других странах этот налог еще ниже, по-моему. Там где-то $200, где-то 50, где-то 20. Понятно, это стандартный развод из разряда того, что продавцу попросить, чтобы он оформил это как гифт. Потому что если вы будете просить, чтобы он оформил вам по цене дешевле, в налоговой либо в таможне легко, я не знаю, у кого в каких странах этим занимаются, вы можете совершенно великолепно взять и посмотреть, точнее, они могут посмотреть, что этот телефон, допустим, стоит $100 по прейскуранту, а вам его послали за 15. То есть нужно просить, чтобы оформляли как гифт, а потом ругались уже по этому поводу. Но разговор не об этом. Разговор о том, что дорогие товары, они чаще всего на Алиэкспрессе продаются на Тмоле. Тмол – это площадка конкретно в России есть. В других странах я не знаю, есть ли свой Тмол. Мне кажется, что есть. И как я знаю, на Тмоле, как во всяком случае я покупал товары, то есть я там покупал ноутбук, который у меня горел, и еще несколько товаров дороже $500, и налог с нее не платится. Так вот, на Тмоле скидки идут в свое время, то есть те товары, которые стоят дороже $500 на Тмоле, значительно дешевле покупать во время локальных распродаж данных брендов либо данных товаров. Во время общей распродажи Тмол продает, если честно, лабутень всякую по сейлу. Потому что, в принципе, поток и так космический, вот они винтят цены, вот и все. Потому что мы все сидим, да, Эмир, мы все сидим и ждем, когда все-таки будет халява. А халява, everybody lies, халявы не бывает в принципе. Седьмое. Все сезонные вещи после распродаж по факту, это как с магазинами одежды, будут стоить еще дешевле. А на распродажах ходовой товар чаще всего будет иметь приблизительно ту же цену. Почему? Потому что если производитель знает, что он эти Mi Band 4 и Honor 5 продаст все равно, то и он сейчас в топе, то он при любом раскладе будет цену держать где-то близко к ней. Либо будут дополнительные какие-то, не знаю, как часто бывает, вы замечали, что вы не можете один браслет купить, один браслет висит по цене $15, а все остальное стоит $30, но сверху вам кладут там пару резиновых ремешков, которые ничего не стоят, пару наклеек к стеклу и т.д. и т.п. Дальше. Этот вопрос мы закрыли. То есть запоминаем, что все сезонные вещи, в принципе, после распродаж, как в магазинах с вещами, стоят значительно дешевле. Восьмое, самое-самое такое странное, это уже для профов. Торговаться с вами во время распродаж никто не будет. Я очень часто торгуюсь с магазинами по той причине, что, вы примерно представляете, что такое покупать постоянно гору просто этих продуктов для обзоров. То есть, допустим, у меня выходит, как вы видите, в среднем от 20 до 30 роликов в месяц. Иногда, конечно, 15, но 15 я уже не помню, когда было. И, да, с каждым продавцом я как крохобор по $2-5 пытаюсь выбить скидку. Потому что если все это покупать за реальные деньги, осатанеешь. Почему я оставляю товары? Вы, думаю, прекрасно понимаете, что мне потом нужно делать какие-то обзоры, сравнения. Что-то, возможно, я буду еще разыгрывать. Вот. И плюс, да, на стримах о чем-то говорит. То есть в ближайшей перспективе на следующей неделе я, скорее всего, расскажу вам о подделке Redmi AirDots, потому что я заказал поддельные Redmi AirDots, и вот оригинальные Redmi AirDots у меня на руках. И мы с вами благополучно сможем обсудить.
Так, в общем, мораль в чем? Все-таки я отошел от темы, что торговаться во время распродажи, вот мой опыт жизненный, никто не будет. И это большая проблема, потому что если вы покупаете недорогие товары, то намного больше денег можно получить, выбив скидку на них. Вот. Дальше. 9. Вы просто, если будет мешать музыка, напишите, пожалуйста. И, кстати, для тех, кто в чате, огромное вам спасибо, что вы помните, что канал без мата. Единственное, за что я могу забанить, это только за мат, по большому счету. То есть можете хамить мне. Друзьям никому в чате нельзя хамить, а мне можете. 9. Проблема в том еще, что вы можете просто не разобраться в распродаже, не уследите, что и когда. И поэтому купите что-то дороже. Сейчас объясню, что я имею в виду. Здесь вообще тоже довольно тонкий момент. Вообще это все тонкий момент. Проще не покупать на распродажах. Вот вы, допустим, кто-нибудь, напишите мне, когда будет в августе распродажа. Я сейчас сказал, наверное, кто-то услышал, может быть, кто-то не услышал. Вам тоже нельзя хамить. Диана, ну, желательно, да, не хамить. Картинка лагает, но это плохо. Плохо. Я постараюсь что-то с этим сделать. Сделаю все для того, чтобы у вас она не лагала. Я, правда, не знаю как. Так. Пишем сейчас звук, самое главное, не лагает. В Беларуси налог с 22 евро. Заказывайте в Россию, гоняйте сюда и забирайте товары. Панда, спасибо большое. Так, все-таки, что по поводу распродажи? Никто не знает. FPS вряд ли упало, 10 мегабайт в секунду у меня топит, хотя все бывает, так сказать. Сейчас я закрою лишние программы, возможно, они качают какие-нибудь обновления. Как вы заметили, сегодня у меня было 2 ролика, и я еще пилил 3-й, и еще сегодня я вспомнил о спорте наконец-то, потому что я купил нагрудник Polar H10, и его нужно будет, как это называется, отбить его стоимость. Для того, чтобы Стратосы тестировать по полной. Год бегал и без нагрудника, только брал у кого-то, чтобы тестил. Так, к чему лагать? У вас все в кадре, кроме рук, статично. Как ты понимаешь, что посылка пришла в Россию? Давайте, в общем, все-таки 9. Вы никто не запомнили. И, как я знаю, распродажа в августе начинается с 20 августа. Я нашел эту информацию, возможно, она ложная. И распродажа на Али обычно начинается с пресейла. Это период, когда вы можете внести предоплату либо 10%, где-то больше на продаваемый товар. Соответственно, этих товаров ограниченное количество, во-первых. Во-вторых, вы забронировать их можете в ограниченный период времени. Это неделя с 20 по 27. И после 27, допустим, вы можете уже купить товар, оплатить полностью его стоимость, и вам его вышлют вот по этой пресейл цене. Это самая низкая цена. То есть, если вы решите что-то покупать, самое рациональное покупать товар на пресейле. Потому что если вы будете покупать товар после пресейла, он будет стоить дороже. Во-первых. Во-вторых, его могут просто разобрать. Любой ходовой товар на распродаже разбирается в первые 2 дня. То есть, если вы пришли на распродажу на 3-4 день, это как с магазинами шматья. Вероятность того, что ходовой товар будет по вкусной цене, практически нулевой. Вот. Дальше. Стоит поторопиться, чтобы товаров... В общем, кратко, стоит поторопиться, чтобы товаров, для которых, возможно, есть возможность предоплаты, вы могли купить их. Так, по треку указывается, нужно отделение почты и ждем. Вот, общайтесь уже сами по себе. И вот 10-е, наверное, оно такое расплывчатое, 10-я причина, потому что она очень близка к первой. То есть то, что вы купите... То, что вам не нужно, это 99,9%. Вы заходите, когда, в принципе, в любой магазин, особенно на Алиэкспресс, вам агрегатор подбирает товары. И магия в том, что когда агрегатор подбирает вам товары, вот вы заходите на Али, я специально взял второй телефон для того, чтобы вам показать. Я один из стримов показывал его, эту магию. Сейчас я ее повторю, извините, пожалуйста. Я сейчас покажу, где конкретно нужно выбирать товары, и никакая распродажа вам будет не нужна, по большому счету. Так вот, агрегатор подбирает вам вот в этой вкладке в горячих товарах и в специально для вас скидки. Притом это не шутка, он реально будет подбирать самые низкие цены. И повторяю, что чтобы купить вот этот, допустим, товар еще дешевле, магия не в том, чтобы вы кликнули на эту ссылку, потому что здесь будет не 1400 рублей, здесь будет 3800, а в том, чтобы вот здесь, ниже товара, раза с 5 у вас будет аналогичный товар, но если он будет ходовой, притом по цене ниже.
То есть на игрушку я зря кликнул, а вот если я кликну, допустим, на наушники, вот они, Т3, они продаются в нескольких местах. И смысл в том, что когда вы будете заниматься своей распродажей, AliExpress отключит вам эти рекомендации. То есть он будет пихать в первую очередь то, с чего в основном у него идет маржа, во-первых. Во-вторых, что вы точно купите для того, чтобы увеличить трафик. То есть у них акции растут, у них увеличиваются продажи. Это единственная миссия, которая есть у AliExpress во время распродаж. Стрим лагает. Фриз картинка. Скузи. У всех фриз картинка. Напишите, пожалуйста. Руслан, сегодня розыгрыш Mi Band 3. Да, товарооборот, Фрокс. Все нормально. Вот. Дальше. По поводу товаров, которые вот здесь в корзине. В принципе, средняя цена. На Нилкин я не помню, по-моему, 1800, что ли. На MSFit BIP можно за трешку купить. Mi Band 4, соответственно, я не помню, за сколько я покупал. 1800, 2000. Вот так в среднем. Опять же, китайская версия, потому что она все равно становится русской. Мифа скидку я не выбил. Мифа стоила космос, но в итоге я покупал ее, по-моему, за 4800. Вот эти уши магическим образом я покупал за 700 рублей, после этого видел несколько раз в горячих товарах, они их продают почему-то по 1200. Уши не полный хлам, но довольно странно, каким образом у них идет ценообразование. Вот это, внимание, я, по-моему, на это не делал обзор, они у меня давно лежат, это подделка Honor FreeBuds Lite. Привет, Киви. Джой, стрим, картинка нормально, отлично. Вот, про Havit, товарищи, еще раз по поводу всех наушников Havit, читайте комменты под моими видео. Я специально не удаляю ни хорошие, ни плохие, то есть люди очень часто на меня ругаются, потому что я ругаю те товары, которые они покупают, и я их реально понимаю. И, в принципе, это нелогично, что блогер ругает какие-то товары, он их тогда не продает, ему не платит комиссию, ему не платят рекламу и т.д. и т.п. Но вот так. Вот Havit имеют очень большие проблемы, не только с формой, но и с качеством. Притом это касается всех наушников. Посмотрите, если хотите, если решите покупать Havit, посмотрите комментарии под моими видосами. Там есть реальные живые люди, притом крайне недовольные, те, кто не зомбированные. Дальше мы идем по Блицвульфам. По Блицвульфам, кроме четвертых Блицвульфов и вот этой копии, по-моему, это Фия... Да, это Фия 3. В принципе, хотя пятые мне не дошли, седьмые тоже, учитывая отзывы, но седьмые мне дойдут, это точно. Учитывая отзывы, я бы их не советовал покупать даже ни на каких распродажах. Айки, еще раз на стриме 1000 раз повторяю, не советую покупать Ай. 7, 10, 12, 30, 200, 1000. Как бы я ни рассказывал, что в роликах, понятно, что... Если продукт хороший на данном этапе жизненного развития, я буду о нем хорошо говорить. Но дело в том, что они все дохнут как мухи. Я не знаю, каким образом мне везет, что у меня они не умирают. Потому что i10 у меня, i14, i60, i200 все живут. Но такое количество негативных отзывов, такое количество закрытых товаров, как есть вот на эти айки, нет в принципе на Алиэкспрессе ничего. Кстати, по поводу Redmi AirDots, пока я не забыл, понятно, что я сделаю обзор на вот эту подделку. Но вы должны знать, что во время распродажи могут быть товары Redmi AirDots по 900 рублей. Это развод. Они называются AS65, ну так как я еще не получил фейк на руки. Они очень похожи, в названии будет Redmi AirDots, и последней фотографией будет только фотография коробки. Не ведитесь, это и AliExpress не вернет вам самое главное — деньги. Вот что самая магия. Дальше. По поводу фанклов, на Алиэкспрессе всего один продавец, вроде бы есть на SGD, вроде бы есть на Амазоне. Как советовал, так и советую, но исключая того, что в моем понимании гарантии у товара, который был на краундфандинговой платформе, в принципе нет. И на них скидки вам никто не даст. Ну, может быть, там за 2800 вы их купите. Блицвульфы 4, которые то же самое, что Xbox 2. Но Xbox 2 стоит уже так же, поэтому как советовал, так и советую, но они будут стоить, наверное, 2400, хотя я не уверен. Вот эти вот белые ушки вроде бы допилили, и последние партии уже хороши, поэтому я думаю, за 2200 во время сейла вы сможете их купить. То, что я всегда советую, это TISA i4, но они масюсики, поэтому, наверное, лучше QCY T1 брать. Напоминаю, что на T3 был у меня обзор на канале, мне они не понравились, я говорить о них не буду, и
QCY i4 стоит 1100 рублей, по-моему, а i5 уже, ну, у меня их не было на обзоре, 1500. Это в рублях, опять же. АВ ужасны, по-моему, я на них делал обзор, да. На АВ я делал обзор, мне даже написали представители их, притом довольно адекватно, они попросили обзор удалить, потом я объяснил им, что товар хлам, они сказали, мы 16 лет делаем наушники, это очень печально, что вам попала такая пара и бла-бла-бла, и в общем вроде бы не стали мне бросать никакие страйки. QCY T3 тоже не буду о них рассказывать, потому что у меня был обзор на них, и он негативный, как вы помните. То есть они своих денег не стоят. Нет, эта коробочка не для всех наушников. У меня там еще 2 коробки подобные. Я просто достал только эту. По поводу, опять же, вейв-фанов, третьих, у которых есть несколько реплик, как вы мне писали, которые стоят буквально на 2-3 доллара дешевле. Реплики я не тестил, вот эти уши нормальные. Но, кстати, пока мы на стриме, пока вас 160 человек, для тех, кто решил покупать Meizu Pop, которые мне очень нравятся, у которых не хватает звука, громкости звука. Так вот, Meizu Pop я видел вчера на вторые на Pandao за 3200. Я думал, что это глюк, начал заказывать, заказ проходит. То есть я не стал покупать, логично, потому что я не продаван, то есть я забуду про то, что я хотел перепродать их. Но 3200 для Meizu Pop 2 это просто халява. Поэтому никакой AliExpress никаким образом не сможет их побить. Вот, по поводу накладных наушников. Это для разнообразия был ролик. Если он будет заходить, ну, в первую очередь вам, как подписчикам, потому что не подписчики не особо интересуются данными товарами. Я буду делать такие ультракороткие ролики на 4 минуты. Наушники мне и правда понравились, как вы поняли, они полноразмерные, но полностью ухо туда не попадает. Я в них бегал, очень комфортно. Громкость просто космос, может мозг в фарш превратить. Звук превалирует, как вы любите, я уверен, 99% из нас любят, это бас. Но для меня как раз низких частот слишком много. Я юзаю вот эти наушники, на которые я все уже 3-ю неделю не могу сделать обзор. Это пионеры. Притом я не могу сделать обзор, честно, потому что я не могу найти, где их дешево можно купить. Понятно, что на никаком Алиэкспрессе их нет, но, в общем, некоторые товарищи у меня знакомые покупали их за 2400 где-то. Вот пока где их за 2400 я купить не могу найти, поэтому я пока обзор не выгружаю. Розыгрыша еще не было, Сергей. Розыгрыши вы можете посмотреть в записи, поэтому не обязательно сидеть и мучить себя на стриме, если вы себя мучаете. Если вам интересно, то хорошо. Анатолий, по поводу буллетсов. OnePlus, Bullets, Wireless. Я вторые заказал, они уже лежат на почте, и я прямо дико заряжен для того, чтобы их перетестить и рассказать вам о них. Вот. По поводу распаковок. У меня вопрос к подписчикам, потому что здесь в основном подписчики и сидят. Товарищи, вас не бесит вот этот вот носорог? Потому что я планирую его использовать так же, как обезьянку при распаковках. Если... Нет, Роман, есть розыгрыш, просто розыгрыш будет позже, давайте его проведем в 8:30 для того, чтобы я наобщался с подписчиками, которым интересны какие-то вопросы локальные, а потом, ну, и рассказал о товарах, которые я сегодня обозревал. Не сегодня, а на этой неделе. По поводу Honor Band 5. Товар крайне неоднозначный. Как вы поняли из ролика, я более-менее его не хейтил. Старался не хейтить. Почему? Потому что и так 10 минут это очень много, во-первых. Во-вторых, в принципе, всю информацию для того, чтобы сделать выводы, я дал. Насколько он лучше или хуже Mi Band 4, я говорить не буду, по той причине, что у него чуть-чуть другая направленность. И это понятно. То есть он сделан, понятно, я сделаю сравнение с Mi Band 4. Понятно, что мораль будет такая, что Mi Band 4 лучше, но Honor Band 4 выглядит более классическим, бла-бла-бла, и он реально удобнее, с нем реально удобнее спать, и у него лучше аналитика сна, это факт. Вот, сейчас вы можете их наблюдать, по большому счету, ну, девайсы одни и те же, просто плюс Huawei, я считаю, и я уважаю его за это. С одной стороны, это антипрогресс, а с другой стороны, да им плевать вообще, кто что делает, они как делали эту форму, так и делают. Кстати, Honor Band 4 у меня, оказывается, тоже есть. Вот, Syllable S101 Rondo у меня в пути, жду их, я и правда заказал. То есть все, что вы пишете, если вы у меня спрашиваете, OnePlus Bullets Wireless вторые, я заказал. А зачем первые, если есть вторая, Анатолий? Deadshot не стрёмно покупать на Алике с малым количеством заказов? Deadshot вообще нет. Я расскажу вам страшную тайну. Я в основном покупаю у продавцов с малым количеством заказов, потому что у них цена ниже. Пока они себя ставят, пока они пытаются раскрутиться, пока они пытаются закрепить магазин, они будут
делать цену ниже, раз. Два, Алиэкспресс в них не заинтересован, Алиэкспресс им не верит. И с них очень легко забирать деньги. Ну, не с них, а с Алика, которому они кладут депозит для того, чтобы Алик благополучно вам выплачивал денежку, если у них будут какие-то косяки. Так, у тебя в больших ушах уши не потеют, как бы не смешно не звучало, но у меня после этих лопухов уши мокрые. Владимир, я говорю об этом в обзорах, но про эти уши ничего не говорил, потому что в них они почему-то потеют не так сильно. Очень сильно потели у меня в Xiaomi игровых, буквально за 40 минут. То есть в пионерах около 2 часов не потеют, а вот эти, ну, наверное, также где-то 2 часа. В них я, кстати, бегал. Довольно комфортно и ходить, и бегать. Но опять же, я не рекламирую, а Асдом это просто-напросто за 1800, я считаю, что довольно халявная вещь. То же самое, как браслеты, если покупать не в России, Mi Band 4 там 1800 и Honor Band 5 за там 2200, 2300, я не знаю, за сколько вы сейчас по долларам сможете купить, $30, наверное, 2300 где-то. Meizu Pop реально достойные уши. В чем отличие от первых? Звук, да. Андрей, посмотрите сравнение обзора. У меня есть они. Да, не звук. Время работы. Гелевая прокладка, по-моему, чтобы не потели. Нет, Black. Нужно вообще либо открытый тип ушей, то есть чтобы можно было ухо проветривать. Либо второй вариант есть у Razer'ов. Какие-то космические уши за космические деньги, у которых охлаждение есть активное. Так, эти пионеры на e-каталоге 3600, если это версия без Bluetooth. Версия без Bluetooth, Сет Бедлам, спасибо большое. 3600 уже, в принципе, адекватная цена. В AirDots кнопки дребезжат. Что скажешь? Скажу, Ромаха, что это брак. Дальше. Привет, польза. Как тебе звучание Wavefan в-третьих? APTX решает, звук лучше, чем в MIFA 5. Очень заинтересовали данные уши, особенно учитывая их цену. В MIFA 5 больше низких в обычных MIFA 5. Мне они больше понравились, и они громче. У Wavefan удобнее посадка. Братан, передай привет Арману. Арман, привет. Так, я себе квадрика брал. Сделал первый заказ у продавца. Был самый дешевый из тех. Он прислал еще с него и 500. Потом вернул, так как коробка мятая. Я не понял, но в общем вам повезло. И я рад за вас, Витас. Это о чем я и говорю, что молодые продаваны это тоже хорошо. TISA i4 я могу купить сейчас за 16,5. QCY QS1 за 17 нет. Не дурак, почему тоже хорошие уши. На телефоны будут обзоры? Да, Олег Бортков, я жду, чтобы у меня супруга приехала и буду покупать телефоны. И смысл в этом есть, потому что мелкие девайсы еще одному более-менее обозревать, но вы согласны, что те же уши надо мерить. А чтобы их мерить, нужно на ком-то их снимать. Поэтому я жду семью, они у меня прилетают через 2 дня. Та-да! Так, а вы оставляете росписи на стенах в ВК? Нет, я не знаю, что это даже. Какой телефон посоветуешь за 40? Панда, за 40 я посоветую, я не знаю, Huawei P30 Pro продается за 40, но он там близко очень. Наверное, их. Саша, подскажите, кроссовки для супруги, думаю, Xiaomi Antelope или Air Max 270 с Алика. Air Max с Алика точно брать не стоит, берите Антилопу. Вообще с Алика вот эти брендовые кроссовки из разряда Соломонов, Nike и же с ними не берите никогда. 99,9% в периоде, что это фейк, это раз. И два, если даже это будет фейком, вы ничего не докажете, потому что продавец покажет Алиэкспрессу магическую бумажку, что у него есть сертификат на вырубку леса. Короче, есть у него сертификат на оригинал этих кроссовок, и ничего вы не сможете сделать с этим, к сожалению. iPhone 8 нет, покупать не стоит, Эдик, серьезно, это уже старо как мир. Зачем брать Meizu Pop 2 на Pandao за 3200 и гадать, придет или нет, если можно добавить 400 рублей и заказать на Алике, и точно придут. И на Ал мы с вами разговариваем, вы как продвинутый человек, а я говорю как человек, который много всего покупает, и мне интересно, чтобы мне приходили товары дешевле, потому что если они будут приходить дороже, это будет очень сильно бить по моему бюджету. Здесь 500 рублей, здесь 500 рублей, здесь 500 рублей, 200 раз по 500 рублей, это уже много, 20 раз тоже много, десяточка. Привет, как думаешь, бипа меньше 3000 рублей вариант найти или стоит ждать 11.11? Дешевле 3000 рублей в бипов не будет 1,000,000%, максимум вы, самая низкая цена 3200 купите с доставкой, дешевле не вариант. Инал 55 нет, я не верю Инал, посмотрите на Тмоле во время сейла, я видел собственными глазами за, по-моему, 46. Привет, как думаешь, бипы, так, проводные или беспроводные уши, вакуумные или накладные, какие лучше? Однозначно проводные, однозначно накладные, однозначно полноразмерные. Да, кстати, а на Майбаце ничего, до этого были AirDots, которые треснули оба. Роман, я же говорил, шучу.
вставляйте рекламу. Олег, с рекламой у меня очень тяжелые отношения, потому что когда-нибудь я посвящу этому стрим, вы узнаете, каким образом тьюберы зарабатывают, каким образом их хейтят. И, ну, не знаю, меня самого, наверное, в каком-то смысле заводят отношения продаванов, потому что мне кажется, что они даже генерят какой-то хейт в сети, потому что это вам кажется, что Польза выпустил ролик, у него же мало подписчиков, на 20 тысяч просмотров QCY T3, у них продажи не упали. Поверьте, упали. Прям вот упали. В половину розыгрыш. Еще раз повторяю по поводу розыгрышей. Я очень советую вам не ждать, а посмотреть потом стрим в записи в конце. В 20:30 я проведу розыгрыш. Потому что люди сидят в основном не из-за него. Ну, в основном, но это минимум человек 50. За что я им благодарен, и мне с ними приятно общаться. Так, можно что-нибудь купить у вас из ТВС наушников? Да, если хотите что-то купить из ТВС наушников, напишите мне в ВК, мы с вами договоримся, я думаю. Хотя, если честно, всегда дешевле купить на Али. Вот эти все перекупы, это смысла не имеет особого. Диана, а что со звуком? Пишем, все норм, отлично. Да, возможно, просто у вас интернет лагает. Просто я специально купил, даже покажу вам микрофон. Да, кстати, вот. Так. Извините. Вот, специально купил микрофон как раз для стрима. Какие режимы использования на Mi Band 4 и что дает режим велосипеда? Сергей, в обзоре все было. Так, 100 мегабайт, звук лагает. Опа, печаль. Может быть, это дело в том, что, может быть, у меня слишком большая музыка? Громкая, извините. Так, сейчас я посмотрю по поводу режима велосипеда. Пока пишите, что еще интересно. Потом прочитаю и отвечу на ваш вопрос. Так. Как раз Mi Band 4 у меня еще не разрядился. Что довольно хорошо. Как раз в тему. Правда? Девайсов много, девайсы у меня с собой. Если есть какие-то вопросы адекватные, я уверен, что людям будет интересно. Спрашивайте. Яркость на максималку. Так, и что вас интересовало? Вас интересовал велосипед. Тренировка на велосипеде. Маршруты не будут записаны, бла-бла-бла. Ага. Короче, для того, чтобы активировать этот режим, самая печаль, что с вами должен быть телефон. Если у вас будет с вами телефон, логично, что он показывает путь, расстояние, скорость и GPS, все с GPS телефона. Вот. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Так, будет стоить сборка ПК на сотки. Сколько будет стоить? Я думаю, бэушная. Копейки. 1012. Если не дешевле. Не просто у кого лагает нестабильный интернет, хоть и 100 мегабайт. Huawei P30 Pro сейчас в МВидео можно купить за 54 трейдин, а просто P30 за 32. Скажи, что купить вместо Xiaomi 3S в пределах 10 тысяч. 3S это, я так понимаю, телефон, Артур, еще раз напишите полностью, потому что, по-моему, если это телефон, то купите Redmi 7 Pro, вот, либо Redmi Note 7 с 6 гигабайтами оперативы, по-моему, он есть. Давайте не грубить, вашему нету до нашего как до неба, Ближний Восток, звук лагает. Очень печально. Встречались ли вам подделки электробритв от Xiaomi? Нет, Алекс, но они в принципе не супер топ. То есть нужно понимать, что когда вы покупаете бритвы от Xiaomi, они мега крутыми никогда не будут. Почему они не будут мега крутыми? А все очень просто, потому что стоят они столько. Они стоят чаще всего, вот, допустим, почему я покупаю Xiaomi-шные бритвы. Потому что у меня на Panasonic бритву, которая в десятки тысяч раз лучше, одни ножи стоят на процентов 30 дороже, чем все полностью бритва Xiaomi, притом дорогая. Так, спасибо, Сергей, за ваш позитивный настрой. Посоветуйте игровые уши комфортные до 3000 рублей. Виктор, купите Xiaomi-шные уши. Какие Xiaomi-шные? У меня был Mixsider. Вот Mixsider, посмотрите обзор, прямо вообще топовый. У них есть еще с aptX уши Mixsider. Они вообще 1500 рублей стоят. Я не стал делать обзор на них. Не помню почему. А потому что на крутые Mixsider MS301 не было толком обзоров, просмотров, и поэтому я на них не стал делать. Так вот, у Mixsider очень-очень хорошие и очень дешевые ушки. Да, легко сможете найти их на просторе Алиэкспресса. Что вы думаете про кэшбэк? Олег, я кэшбэком оплачиваю свой сотовый телефон. У меня их 2 номера, и оба номера Мегафона МТС я оплачиваю за счет кэшбэка. Тот кэшбэк, которым я пользуюсь в описании к видео, я его не называю по той причине в стримах даже, что у меня никаких с ними личных отношений нет, но вот они мне нормально платят.
за то, что я покупаю через них товары, и это довольно выгодно. Привет, известна ли стоимость BIP2? Нет, пока неизвестно, думаю, в районе 120 долларов, где-то так будут 100. Дальше. Посылка возвращена перевозчиком, свяжитесь с продавцом. Что делать? Однозначно открываете просто-напросто благополучно спор, описываете все это, не договариваетесь с продавцом, если он не предлагает полный возврат средств, и ждете решения Алиэкспресс, они вернут вам деньги полностью. Что вы думаете? Так, MPO T5 или Wayfan Xpods 3? MPO T5 не тестил, поэтому Xpods 3, Станислав. Я не могу отвечать за те товары, которые я не юзал. Потому что очень часто, как вы видите из моих обзоров, у меня очень разделяются мнения с обзорщиками. Притом есть очень-очень-очень мега хороший обзорщик, один из немногих, кого я иногда смотрю, который обозревал недавно, я сейчас скажу, какие уши. Авеевские, да, вот авеевские уши. И тот уровень хлама, который я получил, когда я купил эти уши, и то, каким образом он их описывал, ну, если бы я его на улице встретил, я бы поконфликтовал с ним, может быть, ну, вербально это точно, потому что иметь такие навыки, такие знания, и то, каким образом он описывает любой вид товара, особенно используя терминологию, и пихать вот этот вот хлам людям под эту дудку. Ну, понятно, деньги зарабатываешь, но можно на чем-то другом зарабатывать. Не знаю, купить хорошие ушки и про них хорошо рассказать. А вот это, конечно, грязь. Прям мрачная грязь. Вот, к чему это все? К тому, что я не могу говорить про уши, которые я не тестировал сам, потому что из чужих... Так, телефон стоит под Redmi Note 7. Тот, который я хейтил, но я им пользуюсь, опять же, для того, чтобы в перспективе сделать еще на его обзоры. Ждем топ наушников с хорошим микрофоном. Тимур, скоро. Мне придут просто еще трое наушников, и я уверен, что одни из них будут очень хорошими. Dead Asked Lounge. Стрим лагает жестко. Очень жаль. Я сейчас попытаюсь что-то сделать, но мне кажется, что у меня вряд ли что-то получится, потому что я не совсем понимаю, откуда проблема. То есть звук лагает? Други, напишите, пожалуйста. Никто ничего не пишет. Так, по возможности на 178 человек, а лайков всего 72. Меня в прошлый раз завели с этим делом. Давайте донаставим до 100 лайков, и будет у нас такая тусовка со 100 лайками. Будет весело во всяком случае. Не лагает само видео. Хорошо. Главное, что видео не страшно. Главное, звук норм. Потому что смотреть здесь в принципе и не на что. По поводу коробки Honor Band 5, конечно же, я согласен, что она хламантин. Да здесь в принципе все хламантин в последнее время, кроме MSFIT-овских карабулечек, которые вы видели у меня на обзорах. Еще раз напоминаю, что те, кто не смотрели обзоры на Verge 2, которые Nexa, которые Smartwatch 2, на канале есть их обзор, на канале есть стрим, посвященный GTR-кам и вот этим часикам. По большому счету в интернете не так много на них обзоров, поэтому посмотрите. Возможно, вам они понравятся. Может быть, на сейле они будут дешевле 9000 рублей. В долларах я не знаю, сколько это будет. Если будут дешевле 9, покупайте смело, если что, перепродадите, те, кто не решается. Просто пальцы сидят на компах. Не лагает ничего, Молдова. Типа сделка сорвалась или уже типа подарок не нужен? Фрокс, я не понял. Все отлично, ничего не лагает. Расскажи, пожалуйста, что не так с Пандао. Еще раз, Сергей, давайте по поводу Пандао магическую фразу от меня. Почему я говорю, что Пандао часто кидает? Потому что очень много этой информации в сети. У меня еще ни разу не было, чтобы Пандао не прислала мне какой-то товар. У меня была заминка 2 раза жесткая, то есть я думал, что непонятно где товары. А потом была... В общем, все казусные ситуации с Пандао у меня решались, но в сети до такой степени много информации, что с Пандао бывают проблемы, что я все время предупреждаю, что эта площадка не проверенная, потому что там лично я, средства ни разу не возвращал еще. Почему люди спрашивают про розыгрыш, если ты выигрываешь, тебе напишут, так сложно догадаться. Да, Инал, это очень странно, потому что стримы я не удаляю, товарищи. Еще раз, кто ради розыгрыша, вы можете совершенно свободно и великолепно потом пересмотреть стрим, чтобы удостовериться, что не вы выиграли, потому что если вы выиграете, я вам обязательно напишу. У кого нет чая или кофе, делайте себе чай и кофе. Я так понимаю, что мы здесь еще посидим. Какой у тебя самый первый телефон был? SL45. Как раз первая полифоническая мелодия была. Я был на 3-м курсе института. До него у меня была какая-то раскладушка. Вот. Ну, короче, как только появились... первый телефон был у отца. Это был Бенефон WCDMA, он стоил
Бенефон Dragon, не Бенефон, а... Да, по-моему, Бенефон Dragon. Он стоил $2000 и был с док-станции, как в 80-х. Спасибо большое, что лайки понаставили. Кому не жалко, да, ставьте, потому что сотня это уже хорошо. Артем, если вы еще раз подобное спросите во время стрима, я вас, наверное, заблокирую, потому что раз, у меня жена, два, у меня ребенок, три, мне кажется, что у меня не было ни одного намека на то, что я не традиционной ориентации, хотя и не гомофоб. То есть можете меня за это убить, мне не важно, кто и с кем дружит. Потому что мужчинам останется больше мужчин, а женщинам, мужчинам останется больше женщин, а женщинам останется больше мужчин, если вот как раз други будут дружить. Вообще, к чему это? Артем, еще раз напишите, я вас заблочу. Фонарик лучший телефон. Подскажи, насколько реально сапфировое стекло на стратосах, или там все-таки горилла стоит? Я по поводу устойчивости к царапинам. Роман, еще раз, на стратосах... кстати, где они у меня? Сейчас, секунду. Вот, на стратосах стоит не горилла. Подождите, на стратосах в эске стоит сапфировое стекло. А такое стекло, вот вы можете увидеть, оно все в ужасных царапинах после моего использования. И сказать, что часы выглядят ужасно, да, вблизи они выглядят ужасно, но я их ношу сейчас в GTR-ке, во-первых, потому что они понравились моей супруге, во-вторых, потому что мне их надо протестировать. А так я планирую все-таки продолжать стратосы, пока они у меня не умрут. Какой бюджетный смарт посоветуешь? Еще раз Redmi 7, Redmi Note 7 с 4 гигабайтами оперативы минимум, лучше 6. Лучшие Bluetooth затычки до 5000 рублей. Dark Art, вот эта магия. Всем, кто хочет спросить по поводу лучших, есть топ-10 наушников до $20, которые я все советую, они все, по моему мнению, хорошие, кроме AEG. AEG это рулетка, либо вам повезет, либо нет. И топ до 50, от 20 до $50 на канале вы можете посмотреть. Это все, что я тестировал и что я выбрал из этих тестов. Так. Купил Powerbank Xiaomi 2C 20 тысяч. Кажется, он подделка. Как определить? Сергей, там есть на коробке код. Вы по нему можете на сайте проверить. Дальше. Можно деньги вернуть, если посылка не пришла в срок? Типа сделка сорвалась или уже подарок не нужен? Да, можно вернуть деньги, конечно же. Вы, главное, открывайте всегда спор до того, как заканчивается защита, потому что потом вы, конечно, еще раз, кстати, для тех, кто сидит, а нас 170 человек, если у вас вдруг на Алиэкспрессе закончилась защита покупателя, вам пришел товар, и он с браком, не стесняйтесь, пишите в службу поддержки Алиэкспресса. Если реально у вас косяк, и вы правы, вам вернут деньги, 99,9 в периоде. У вас микрофон Боя? Да, Анатолий. Как качество, если не сложно, напишите. Есть пленка на стратусах? Нет, никогда не использую. Артем, я просто сам гей, вы меня заинтересовали. Артем, давайте вот этот, к сожалению, не знаю, к сожалению, к счастью, наш мир является слегка гомофобным. Плохо это или хорошо, не будем об этом рассуждать. Это канал о железе, и здесь всем рады. Все, что в рамках законодательства. Вы уж простите меня остальные, но я не гомофоб. Хорошо. Главное, вы не спрашиваете в общих чатах такие вещи у людей. Чтобы, во-первых, их не стеснять, во-вторых, потому что народ по-разному на это реагирует. Диана, Александр, а если посылка дошла бракованная из Алиэкспресса, как возвратить все деньги, которые заплатили без возврата товара? Очень просто, Диана, вы обязательно на видео снимайте, каким образом вы скрывали посылку. Если там товар бракованный, загружаете это видео и указываете полную стоимость возврата. То есть там $100 вы потратили, пишите $100, хотите вернуть. 11.11 и день рождения Али, самые нормальные распродажи были раньше. Тот, кто постоянно ноет, что распродажи говно, Дмитрий, подстава. То, что распродажи плохие, дальше главной страницы Али не заходят. Дмитрий, вы не правы, смотря какие товары. Дальше. Александр, Verge 1 сейчас или Verge 2 через пару месяцев? Verge 2 однозначно. Просто у самого микрофон Боя качество за такие деньги отлично. Спасибо большое. Наш мир в России. Хасю фисташек, это не знаю. Хочешь фисташек? Хорошо. У меня четверть посылок бесплатная, потому что закончился срок доставки, и я вернул деньги по спору. Алексей, имеете право, потому что продавец обязуется доставить, значит, должен доставлять. Пусть разбирается с почтой. Извиниться за то, что тебе нет ненависти и нетерпимости, это как минимум странно. Ронда, люди разные бывают. К сожалению, я в том коллективе, в котором как минимум гомофобия
расизм и национализм является нормой, поэтому я вот настолько странно аккуратен, возможно, это и неправильно. ТВС, наушники, ПАМу, слайд. Вроде бы, напишите мне в ВК, если... Вообще, по поводу всего, что нужно заказать и чего нет на канале. На канале 282 обзора. Посмотрите, пожалуйста, до того, как вы спрашиваете. А если вы хотите обзор на какой-то из этих товаров, напишите мне в ВК. И если он стоит прилично и более-менее покупается, я его обязательно куплю и расскажу. А что слово на букву Г, это же не мат? Нет, Ронда, это не мат, но во всяком случае 10% тех, кто меня смотрит, это женщины или девушки. И поверь мне, они даже это слово не любят. О чем речь идет, что происходит, что за куча? Асиф, мы сейчас обсуждали 10 причин, почему на Алиэкспрессе не стоит во время распродажи покупать товары. И вы можете, если посмотрите стрим потом с самого начала, в течение 10 минут узнать причину. А сейчас я отвечаю на вопросы. В первую очередь по тем товарам, которые я недавно купил, либо люди собираются купить на распродаже. Так, я тоже хочу фисташки. Добрый конь, добрый. Я расскажу страшную историю. Я когда летал в Баку, это было в апреле месяце, я накупил фисташек килограмм, полтора, по-моему, по килограмма, и с супругой и ребенком их съел. Больше я фисташки не ем. Вот, примерно та же самая история была, когда я переел тирамису когда-то в жизни. Я до сих пор тирамису есть не могу. Когда самые большие скидки на Али? 11.11 всегда. А наушников QCR можешь что-нибудь рассказать? QCY могу. QCR не знаю. Какая самая ближайшая распродажа? 20 августа, еще раз повторяю, будет пресейл. С 27 августа по 1 сентября будет распродажа. Есть ли пленка или стекло на стратосах? Продают, но я не использую. Я, в принципе, пленки никогда не использую. Сергей, Озон в моих глазах очень сильно вырос, так же, как Wildberries, но нужно смотреть, чтобы вам не продали подделку под видом оригинала, и четко понимать, что у них все равно наценка довольно приличная. Брал планшет на Алиэкспрессе с самой простой комплектацией. В распродажу обошелся 17 тысяч со скидкой. Сейчас уже больше года, цена 22 тысячи, и комплектацию не пускается. Сет, я делал этот стрим в первую очередь для людей, похожих на меня. То есть у меня почему-то не получается вот зацепить купон, купить в пресейл, запланировать и приобрести. То есть сейчас уже вот прошел, не знаю, 2 года моих капитальных покупок. Как вы видите, на канале все это покупается. И, как вы понимаете, покупаю много. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что покупаю почему-то дорого. А потом товар либо становится дешевле. Особенно я сильно ведусь на распродажах, как и большинство. Поэтому, наверное, и решил вот такого рода стрим сделать. Новенькие, кому не жалко, ставим лайки. Может быть, 200 сегодня наберем. Дальше. Розыгрыш еще не был, Руслан. Доброго времени суток. i1000 будет, остался между ними и Mi 9. Берите M9. Хотя они тоже не идеальные. Хавит G1 норм или плохие? Олег, я уже говорил по поводу хавитов. Там нужна особая форма ушей. Опять же, это мое мнение. Плюс у многих... Со звуком проблемы. Я не считаю, что Хавит G1 это идеал звука. Вы можете посмотреть мой ужасный обзор на них. Ужасный, потому что я, если честно, перегнул палку. Но мне они не понравились, кратко. Привет, давно не виделись. Скоро буду проверять, как работает Алиэкспресс в этой стране. Анна Дема. Вот кто, кстати, кого я ждал. Я в курсе, что ты эмигрировала, я очень за тебя рад. Никого не призываю к этому, но мне кажется, что тебе там место. Очень рад, если ты снова будешь что-то там делать. Ты сама знаешь что. Вот, так, Алиэкспресс, я думаю, там, где ты живешь, а ты сейчас в Финляндии, по-моему, работает более чем хорошо. Написал 32 мегапикселя смарта, основная камера, а на деле 8 мегапикселей с интерполяцией. Вернут ли часть денег? Скорее всего, нет, просто видео. Попробуй описать это красиво, но мне кажется, что не получится. Здравствуйте, будет ли обзор на Mi 9T, Redmi K20? Нет, у меня на Mi 9 есть обзор, он не особо сильно зашел. Я буду еще делать обзоры, но, скорее всего, на бюджетные телефоны для начала. Сколько ты получаешь с канала? Стас, еще раз повторяю, на данный момент, вот последние 2 месяца, это компенсирует мои затраты. До этого 1,5 года я шел в минус где-то в среднем каждый месяц на 1020. Нагрудный датчик на Алике. Как думаешь, брать или нет? Думаю, нет. Денчик, вообще у многих, кто мне писал, что получилось купить нагрудный датчик, в 2 местах заказывал я, 2 раза мне отказывали в посылке. Вот я не знаю, мне не везет просто. Поэтому я купил Polarosh 10. У меня супруга в Петербурге пошла и купила, потому что я попросил. Потому что уже пора тестировать часы не с чужими датчиками, которые дайте, пацаны, я побегаю, проверю и потом расскажу на стриме. Сам, правильно? Что за розыгрыши, что делать? Панда, смотри в описании. Купил сегодня в профиле Али, взял 200 рублей от 1360. Ну, ты крут, Алексей. У вас есть робот-пылесос?
Троян, да, у меня есть обзор на робот-пылесос Xiaomi. Он ужасен, этот обзор. Пылесос волшебен. И у меня есть еще один робот-пылесос на обзоре. Я его пока тестирую, потому что, как вы знаете, товары в тот же день выкладывать, ну, это просто деньги делать. Для меня это не просто распаковки, для меня это в первую очередь польза. Я не знаю, как вам объяснить. Еще раз повторяю, для тех, кто на канале впервые, для меня канал – это хобби. Хобби с большой буквы с той точки зрения, что не с буквы «Х», а с той точки зрения, что для меня это, раз, элемент творчества, а два, мне нравится быть полезным. Я понимаю, что не у всех есть возможность покупать все эти штуковины, и целесообразность покупки или нет, я как раз и пытаюсь донести до моих зрителей, моих подписчиков, точнее вас. Вот. Ну, плюс иногда чуть-чуть развлечь. То есть, если вы заметите, за 1,5 года канал чуть-чуть видоизменился. И хотя я делаю краткие обзоры, я стараюсь там шутить. Иногда не очень удачно, но когда как. Havit G1 продает за 47 баксов. Ну, Олег, можете рискнуть. Вам сначала в первую очередь вот Havit любые нужно померить, честно, а потом уже покупать. У них очень странные размеры. Алиэкспресс хотел, чтобы я вернула бракованные товары, только тогда вернут деньги. Бракованный товар, они вернут мне деньги. Видео я послала. Диана, но если Алиэкспресс так решил, то у вас вариант один – это послать товар и ждать денег и за пересылку, и за товар. По-другому нет. iPhone 17 потянет Майнкрафт? Я не знаю. 17-й iPhone, если честно. 7-й должен. Фисташки какие дорогие, что скоро станет отдельной валютой. Да нет, ну смотря с какой зарплатой. Камиль, привет всем. Привет, Камиль. Что скажете по поводу Realme X? Вообще, Search, я очень с опаской отношусь к этой фирме, ничего не скажу. Поздняков Олег, почему скрываешь свое лицо? Я не скрываю, я считаю, что это нецелесообразно, потому что лицо необходимо, еще раз повторяю, для 170 зрителей, в первую очередь, чтобы продать товар. То есть продавец своим лицом минимум на 70-80% решает для покупателя, стоит ему покупать тот или иной товар или нет. Мои обзоры построены в первую очередь на моем опыте, информации и ближайшем рассмотрении. Как вы видите, я все товары максимально крупно весь ролик вам показываю. Можно сказать, что вы их пощупали. Это раз. А два, у меня еще принцип. Я пока морально не готов. Меньше сотни тысяч подписчиков. Ну, у меня же не развлекательный... Ну, у меня развлекательный контент, но он не... чуть-чуть не тот. Если я решу его поменять, мое лицо вы можете увидеть в Инстаграме, Фейсбуке или ВКонтакте. Кратко. Привет, первый раз попала. Так, сняли обычный Биплайт. Спортом не планирую заниматься, на GPS пофигу, покупать, думаю, в магазине. Покупайте Биплайт. Не успел полностью прочитать, но я понял смысл. Какую экшн-камеру посоветуешь форм-фактора? Любая экшн-камера только либо Sony, либо GoPro-шка. Повторите, пожалуйста, вопросы, потому что я, возможно, что-то пропустил. Привет, купил Nilkin Go после твоего обзора, покупкой доволен, спасибо тебе. Алексей Чичеров, вот по этой причине я и делаю обзоры. Я уверен, что никто никогда не знал о Нилкине. Вот этот ужасно позорный лейбл, о котором я им написал, я написал им, каким образом пиариться, потому что ушки за свою цену и правда достойные. Спасибо за этот коммент. Вот ради таких комментов приятно делать обзоры. Ну, когда у тебя под 100 тысяч, то и дешево. Да, Инал, ну, мне 35, и как бы я и работал для того, чтобы у меня росла зарплата. Вот, ну, логично, что люди стараются. У кого-то получается, мне пока везет с работой. Сегодня будет розыгрыш? Да, Камиль, чуть позже. Молодец, хорошо отвечаешь молодежи, и правильно. Спасибо, Алекс. Невзирая на цену, что лучше, Mi Band 4 или Honor Band 5? Сорин, однозначно Mi Band 4. Други, у которых нравится Honor Band 5, опять же, я понимаю форм-фактор, для чего он нужен. С этим форм-фактором аналогов нет. Но по сумме, функциям и стоимости одно только управление музыкой чего стоит. Не фанат я, было бы очень круто, если бы я сказал Honor Band 5, и я такой, эх, я особенный. Нет, Mi Band 4. Так, будет ли обзор на накладные уши свыше $50? Да. Однозначно много. Руслан, давай розыгрыш. Еще раз, Руслан, просто зайди потом в запись. И все. Магия. У Нилкинов годные чехлы на телефоны. А мехи у них не только чехлы, у них еще, как я понимаю, зарядки неплохие очень. Я, кстати, заказал wireless зарядку у них. Очень хочу протестить, потому что видел ее в магазине за почти 4000 рублей. Увидел в том же магазине на Али за 1400 и решил проверить. Посмотрел обзор на Mi Band 4, сейчас сижу в них. Реакции хороших людей, я вас поздравляю.
Хавит и не очень. Павел, я с вами согласен, они недоработаны. У них очень хорошая маркетинговая кампания, и, возможно, за количество роликов, которые я на них снял, меня можно и забанить, там, закинуть сразу 4 страйка. Я надеюсь, что они этого не сделают, вот, потому что я сразу удалю тогда все обзоры, и очень надеюсь, что я с ними договорюсь. Не такие они крупные для того, чтобы с ними бодаться. Взять Pace за 5000 или доплатить и взять Stratos. Инал однозначно берите Stratos. Привет всем людям. Что скажешь про Mi 9T? Не тестил PUBG Mobile, но я уверен, что достойная. Дальше. Когда итоги розыгрыша? Сегодня на стриме будет, что ли? Я просто чего-то недопонял. Dead Asted Lodge. Еще раз для всех. По поводу розыгрыша. Розыгрыш будет. Вы можете не сидеть на стриме для того, чтобы ждать, когда он пройдет. Он будет буквально 2 минуты. Я в первую очередь сейчас стримлю для того, чтобы ответить на вопросы по тем товарам, которые я купил, либо которые вы собираетесь купить. Вот. А стрим, конечно же, розыгрыш будет. Конечно, я напишу человеку, который выиграет. И, конечно же, стрим останется в записи, чтобы вы перепроверили, выиграли ли вы. Вот. После твоего сравнения наушников Redmi и Xiaomi заказал себе Redmi. Ну, ваше право. Качество M9 такое же, как и Lari. Видел обзоры, говорили, что звучание одинаковое. Да, Расул, это одни и те же наушники. Просто-напросто лейбл Lari выглядит намного лучше, чем никакого лейбла. Дальше. Просто время, к сожалению, уже пора розыгрыш. Тимур Шарипов, окей. Я думаю, не вам решать. Дальше. Выиграю у вас MSFit BIP, тоже буду сидеть в них. Давайте без хамства, вот серьезно, товарищи, по поводу розыгрыша. Очень много людей уходит во время розыгрыша в никуда со стрима. Я обязуюсь, и вы прекрасно это знаете, розыгрыш провести ВКонтакте. Есть люди, точнее специальная тема в группе ВКонтакте, кто что победил, кто выиграл. То есть у меня нет смысла вас обманывать каким-то образом. Я обязательно вам напишу, не беспокойтесь, можете не мучить себя стримом. Как относитесь к продукции Ulefone? Не знаю ее. Что купить сейчас? Stratos, Verge или GTR? Михаил Поваров, у меня был стрим по поводу этого. Я вам не отвечу на этот вопрос, только вы можете. Если вам нужен нагрудный датчик, то однозначно только Stratos. Если вам достаточно вот просто... Плюс вот этот активирующийся поворотом экран Always on Display есть только на Стратосах. На Verge вроде бы тоже, но они очень быстро садятся, по моему мнению. Поэтому мой выбор Stratos однозначно. Брать Stratos или Stratos Plus? Алексей, если вас бесит поцарапанный экран, как у меня, но меня он не бесит, мне на него все равно, поэтому я покупал обычные Stratos, не Stratos Plus. Думал, GTR хороший, но после твоего обзора желание пропало. Роман, они неплохие, просто мы хотим всего, и чаще из этого всего есть что-то в списке обязательное, и этого нет в товаре. Товар хороший. Привет, очень тебе благодарен по поводу Havit 93, получил и очень доволен, сидят как влитые, я очень рад. Передай привет Камиле. Камила, привет. Все-таки видели... Так, кому не жалко лайки, кто новенький, поставьте. Доведем их до 200. Когда скидки на Алиэкспресс? С 20 по 27 пресейл, с 27 по 1 основная распродажа, по-моему. Но я не уверен, можете меня поправить. Собираюсь покупать Bluetooth наушники до $20, но не знаю, какие выбрать. Финзор, на канале есть топ-10 наушников до $20. Посмотри. Все хорошие. Спасибо за ответы. Пожалуйста, Алексей. Брать сейчас MSFit BIP или ждать вторую версию, нужна хорошая автономность. Берите первый BIP. Неизвестно, когда будет вторая. Антон, как только так сразу в записи останется розыгрыш. Я не знаю за розыгрышем здесь, просто ты сказал, в 20:30 розыгрыш. Будут ли обзоры про накладные наушники? Да, их уже много, Камиль, было накладных наушников. Да, вы в принципе правы. Еще раз извиняюсь, 3 минуты прошло лишних. Проведу сейчас быстро розыгрыш. Как вы помните, из розыгрыша это рандомное число показывает, какой конкретно ролик у нас участвует в розыгрыше. И в ролике основное условие, чтобы человек был подписан на канал, подписки были открыты в YouTube. У него был комментарий и все. И он выигрывает Mi Band 3. У нас, по-моему, Mi Band 3 сейчас в розыгрыше. Хотя я не уверен, но пусть будет Mi Band 3. Там либо Honor Band 4 Run Edition, либо Mi Band 3. Сейчас я открою. Какой розыгрыш, Антон, смотрите в описании к видео. Stratos это Pace, даже в описании написано. Да, Инал, Stratos это не Pace, как тебе сказать? В описаниях очень много всего пишут. Фейк. Будет обзор на Lem X. А Lem 7, по-моему, был. Но может быть и нет.
Так, средний диап слышимости человека, да, 20 до 20 кГц. Почему же китайцы так редко пишут ТХ-диапазон воспринимаемых частот? Твое мнение? Вообще они пишут всегда, Алекс. Я не встречал, чтобы они не писали. Дайте я по-быстренькому сейчас рандомайзер от счастливого Гугла открою. Случайное число. Как вы помните, сначала случайное число от Гугла. Ей! Вот. Так, терпим. Видно будет или нет, сейчас проверим. Вот видите, как много людей уже убежало? А все почему? Потому что розыгрыш. Давайте спрашивайте потихоньку что-нибудь, чтобы я параллельно мог отвечать. Дальше, что у нас со стримом? Со стримом у нас все good. Вы все видите, я думаю. У нас сейчас 284 ролика. Смотрим, какой из роликов у нас будет в розыгрыше. Правильно? Привет, хочу выиграть. Я верю. Как ты относишься к айфону? К айфонам отношусь хорошо, если деньги есть у человека. Но, наверное, 5s уже старенький. Волнительный момент. Тиса i5 не заказывал. Но хотел, но не заказывал. Жду распродажи, может быть, закажу. 207 ролик. Это MSFIT, Антилопа, Mi Band. О, это вообще у нас стрим. Дальше. Открываем этот счастливый и ужасный стрим. Ставим изменить. Всего 22 комментария. Как вы думаете, кто победит? Получается, что под роликом каждый комментарий, да, может выиграть. Логично. Вообще, именно так у меня все и описано. Здесь мы вставляем LionZar. Сейчас он сделает предложение поменять, добавить, точнее, туда описание. Авторизируемся. 15 секунд. Польза нет. 161 человек нас. Ну, спрашиваем что-нибудь. 185 лайков. Еще 15 до 200 осталось. Давайте, товарищи, догоним. И я от вас отстану. С глупыми предложениями лайков. Ctrl-A, Ctrl-C. Дальше добавляем вот сюда ссылку на LionZar. Сохраняем. Всем все видно? Напишите, пожалуйста. И тишина. И мертвые с косами стоят. Неужели такой волнительный момент? Мог бы дважды лайкнуть до 3К. Привет, передай привет Кутак Башу. Привет. Самбука. Видно? Отлично. Огниво. Ждем. Дальше. LionZar сейчас покажет нам победителя. Потому что в основном стримы комментируют кто? Правильно. 25 комментариев всего. Други. 25 комментов. Рамиль, я вас поздравляю. Вы, скорее всего, сейчас мы перепроверим, скорее всего, по-моему, он подписчик. Поищем вместе. Да, много подписок. Тяжело будет найти меня. Будем искать или доверяем? Вот, польза нет. Все. Рамиль, я вас поздравляю. Ему я напишу позже. Кстати, здесь сразу пишется, подписка оформлена или нет. Не надо обещать, что вы что-то сделаете. Возможно, вы и правда выиграете. Потому что на канале есть 2 человека, кто 2 раза выигрывал девайсы. То есть вы можете в это верить, можете нет, но это факт. 2 раза Притом один из этих людей сидит сейчас на стриме. И их я знаю лично очень хорошо. Ну, можно сказать, что лично, потому что сеть, я считаю, это тоже личное. Вот. Поздравляю победителя, обязательно ему напишу. Все, видите, ушло 20 человек, мы не догнали до 200 лайков, напоминаю. Дальше, а что комментировать надо было? Ничего не понял. Асиф, все очень просто, нужно было комментировать под любым из видео. Видео выпало 207. Если бы у вас там был комментарий, то... Возможно, вы бы выпали. Там всего было 23 комментария, притом из них, наверное, 10 моих, потому что я отвечал на комменты. То есть был вариант 1 к 10. 10%, ну, высокий вариант. Во время стрима, кстати, очень многие пишут комменты. Я ничего против не имею, но кто-то не успел. Почему нельзя покупать во время распродаж? Сначала не смотрел. Максим, там 10 причин. Основная причина в том, что очень много обмана во время распродаж. Первая и последняя, будем считать так.
Кубей Башу, привет тебе. Камила по второму разу и по третьему не копипастите. Как лайкнуть? Просто лайк под видео. Все, 200 есть, буду чуть-чуть напоминать, кому не жалко. А так, большое спасибо. Так, Инал, спасибо. Точно, Диана, не только вы 2 раза выиграли, был еще один человек, кто выиграл еще раз. Кстати, мне не ответили по поводу распаковки. Если будут вот такие штуковины, которые я планирую покупать, а-ля Xiaomi-шные игрушки, на них я потом сделаю обзор, когда их будет штук 10. Не будет ли странно и как-то не совсем по-взрослому? Как вы считаете? Александр, спасибо. Дальше. Не знаю, какие выбрать Bluetooth наушники, до $20 видео смотрел. Купите либо TISA i4, либо QCY T1. Я бы QCY T1 купил на вашем месте. Наверняка. Тимур, не будет странно. Диана, ты жадина. Нет, она просто фартовая. Александр, спасибо. Так, по поводу еще раз, по поводу ушей, я думаю, сегодняшний стрим, в принципе, слегка исчерпан. Я сейчас вернусь к теме. Очень часто вспоминают про пауэрбэнки, не особо она популярна, эта тема, но 100% вы на стриме будете, не на стриме, а во время распродажи стараться их заказать. Так вот, по поводу пауэрбэнков, что бы я хотел сказать. Я недавно заказал Redmi Powerbank по довольно вкусной цене. Мне описывают, что доставить их не могут. Запомните, что пауэрбэнки доставлять довольно дорого, то есть там своя химичная система, как с Китая доставить пауэрбэнк. И самые дешевые цены обычно на Тмоле. Я заказывал не на Тмоле, в итоге мне его не выслали, скорее всего и не вышлют. Плюс в пауэрбэнках очень много фейков. И если вы посмотрите, как их делают, у Xiaomi есть ролик, как пауэрбэнки делают в Индии. Вы поймете, что даже не кустарное производство выглядит максимально кустарным. Я про игрушки в обзорах, будет хорошо. Спасибо большое, Тимур. Что считает режим тренировки на велосипеде в Mi Band 4? Я никакой информации не нашел. Михей, я тебе показывал или кому-то на Mi Band 4 при активации велосипеда он требует связи с телефоном. То есть он 100% показывает GPS, скорость и т.д. и т.п. Потому что без телефона он не будет показывать GPS и скорость. Вот такая вот магия. Нет привычки комментировать все подряд и оставлять совсем уж бесполезные комментарии, типа «спасибо» и «привет». А тут такая система, что как раз так и надо. Ронда я обязательно видоизменю розыгрыши и, скорее всего, буду разыгрывать что-то более вкусное и дороже. Ну, допустим, довольно простой розыгрыш, по-моему, сейчас у меня на Amazfit Bip, что репостнуть одно видео и все. Вот. И подобные розыгрыши еще будут, потерпите чуть-чуть. Да и они, в принципе, у меня постоянно идут. Вот. Просто я пока еще не самоорганизовался, что я еще хочу разыграть. Точнее, не что даже, я знаю, что я хочу из этого разыграть, я не знаю как. Вот. Мне пишут, в принципе, в Телеграме, как это сделать, но я пока не определился. Дальше. А потом трек поездки можно будет страву запилить, или это только с бегом. Михей, что угодно, качайте Notify and Fitness для вот всех этих Xiaomi-шных и MSFit-овских девайсов и выгружаете спокойно в страву. Да, не хороший формат, для канала полезен. Просто не мой это формат. Ну, понятно, спасибо. Будет ли обзор на Plexstone BX343? 400 плюс заказов это немного, поверь мне, Финзар. Я хотел розыгрыш Amazfit Bip, Камиль. Ну, понятно, только сегодня 18, а розыгрыш 25-го. Так, покажи вот этот черный Powerbank. Это Tronsmart, я на него все пытаюсь запилить обзор. В него заливается почти 4000 махов, выгружается 2800. В принципе, для Powerbank на 5000 махов это немало. То есть, в принципе, качественный. Мне нравится, я его очень давно уже юзаю. Я его так ударял, что он у меня уже разлетался, но при том, что он разлетался, я его все равно собирал, он пока все еще работает. Мне очень нравится, что здесь есть процентовка, притом она более-менее реальная, по моему мнению. 25-го бипа у нас Mi Band 4 за 2400, но это хорошо. Дальше. Кстати, можешь дать совет на банку, чтобы можно было ноутбук заряжать? Стив Прайс, у меня есть обзор на банку, которой можно заряжать ноутбук, и вы можете его посмотреть. Xiaomi-шная, черненькая, 2S. Не C, а 2S. Или 3, по-моему, 3. Да, Mi Powerbank 3, но там он может заряжать только ультрабуки. Так, то есть на другом стриме будет розыгрыш? Да, Камиль, будет еще другой розыгрыш 25-го на Amazfit Bip. Александр, вот одно из желаний побывать в СПБ, экскурсию я с тебя могу получить. Андрей, я сейчас не живу в СПБ, но когда я там буду, я могу тебе и так организовать экскурсию. Тьфу, простите, уже заговорился. Honor Pro нормальная? Не понял.
Вы имеете в виду Honor Band 3 Pro? Я их заказал, про тестю расскажу, а так я не понял, про что вы. Просто Xiaomi выпустили новые банки нового поколения. Стив, я их не видел, возможно, вы имеете в виду Redmi беленькие, я их заказал. Когда-нибудь пользовался ретранслятором Wi-Fi? Нет. Подскажи, по-моему, был у меня один на обзорах даже, но в жизни я ими не пользуюсь. Подскажи, пожалуйста, после Samsung Gear S3 стоит ли брать MSFIT, и если да, то какие? А зачем вы будете их менять, если не секрет? Дело Морта, Кука. Вопрос, зачем вы хотите их поменять? Как относится к 5S? Хорошо, Камила. Я тебе уже, по-моему, отвечал. За сколько можно купить у вас Mi Band 4? PUBG Mobile, Mi Band 4 я не продаю. Вот, они мне нужны. Какие посоветуешь купить смарт-часы до $55? Amazfit Bip на Пандау. Если ты можешь считать их смарт-часами, вы. Максим Максимович, да. Так, Олег Бартков, пока спасибо за стрим. Счастливо, Олег. Будут ли обзоры ресиверов? Будет, Максим, как только я... У меня даже есть 2 ресивера. Как только я куплю телевизор, я сразу сделаю обзор на ресивер. Привет, удачного стрима. Хотел узнать про Honor Band 5, точнее измерение кислорода. Это маркетинг или реал? Лани это реал, но ты можешь мне написать а зачем он тебе вообще нужен? То бишь, чтобы получить норму шанс в розыгрыше, нужно оставить комменты под каждым видосом. Если вы, Алекс, это сделаете, вас сам YouTube заблокирует. У тебя когда-нибудь был iPhone? Да. У меня у супруги iPhone 7 Plus, и я собираюсь ей iPhone Max еще покупать. Инал, закажи колонку Трансмарт, не которая за 3-4, а там есть одна за 1200 и 1700. Та, которая за 1700, и там IPX7, она противоударная. Инал, в ВК пишите мне все, что заказать, потому что то, что вы сейчас пишете, к сожалению, я не запоминаю. Дальше, в чем разница смарт-часов и фитнес-часов или умных часов? Александр Счастливый, для меня, если честно, смарт-часы – это умные часы в переводе, четкого определения нет. То есть для меня даже Amazfit Bip является умными часами. Многие называют умными часами только часы, у которых открыто программное обеспечение, чтобы вы могли на них устанавливать какие-то программы. То есть даже на Stratos сейчас, по-моему, можно устанавливать программы, на Verge можно устанавливать программы. Но я считаю, что даже бипы – это уже умные часы. Потому что у них расширенные функции, они показывают не только время и секундомер, у них есть GPS и Bluetooth, у них есть все для средства передачи и приема информации. Ну не все, но частично. Что самое экзотическое употреблял в пищу? Не знаю. Я спокойно к пище отношусь, Сет. Stratos или GTR? Stratos легенда для меня. Какие? Потому что на них можно нагрудный датчик подключить. По твоему совету взял оранжевые кроссы, ждем, надеюсь, подойдут. Инал уверен, что подойдут. Александр Счастливый, спасибо, пожалуйста. Дальше. По поводу, кстати, вот этих всех девайсов, еще раз отвечу на печальный вопрос, после которого некоторые люди на меня начинают обижаться, но это не важно, потому что если у вас есть деньги и вы не хотите задумываться о девайсах, вы просто идете и покупаете все Apple'овское, начиная от ноутбука и стационара, и все. Но это, мне кажется, нужна зарплата 1300-400 и жить одному, чтобы не задумываясь покупать такие вещи. И все равно ты будешь задумываться, потому что там стационара стоят некоторые по 800 тысяч. В какой момент ты решил заниматься обзорами техники на YouTube? Откуда растут ноги у твоего хобби? Кто вдохновил? Ронда я делал для Gearbest. Короче, я на Gearbest покупал у Миджи товары. Это вот как раз деревянный коврик, который я не устаю, наверное, каждый стрим показывать. Кусок ламината за 1500 рублей. Вот. И я, как стандартный покупатель, повелся на то, что сделай обзор на коврик, мы дадим тебе 100 баллов. Это 100 рублей. Я такой, сделаю. И, наверное, наделал штук 6 подобных обзоров. Их на канале уже нет, потому что они были мега печальными. Они были по 30 секунд. Мне Gearbest дал баллов, но немного. После этого я сделал обзор на Стратосы, который все еще висит на канале. Ужасный, на одном дыхании, без текста. Это мой первый, можно сказать, более-менее осознанный обзор. После этого я забыл про канал, купил ноутбук, где-то прошло 2,5 месяца, увидел, что на пейсах было 3000 обзоров. Для меня это показалось, ничего себе, 3000 человек посмотрело. И с этого момента я стал пилить обзоры. Толком меня никто не смотрел, но мне было все равно, потому что меня затянуло это дело. При том, что все равно миджевские товары я покупал. Вот это кратко.
Вот, и учитывая, что миджевские товары я все равно покупал, как вы видите, это и роботы-пылесосы, и какие-то там мышки, вещи, рюкзаки, то по большому счету почему не рассказывать? То есть такая вещь, как ручка, которую посмотрели у меня, не знаю, ну 1000 человек точно. Не знаю, ну, наверное, вам интересно, если вы покупаете какой-то товар там за те же 500 рублей, посмотреть, как он вживую. Понятно, что обзоры были убогие, да и сейчас они не супер фееричные, но вот таким образом это меня захватило. А сейчас я все еще продолжаю. Я думаю, что если вы смотрите более-менее. Спасибо за ответ. Хобби действительно хорошее и полезное. Надеюсь, в будущем будет еще и денег каких-то тебе приносить, а не только удовольствие от процесса. Все бывает, так сказать. Дети на YouTube зло, их банить надо. Желательно ремен. Ну. Брал сестренки смарт-часы с Али, через месяц сломались, она их утопила в бочке. Печаль. Нормальные смарт-часы не должны тонуть. Какие посоветуешь смарт-часы для детей с звонками и контролем перемещения? Xiaomi? Нет, Артем, у меня был обзор на Xiaomi-шные часы детские. Сейчас я тебе их покажу. Секунду. Мой безумный покемон будет ходить именно в них, но они на китайском языке. Я сейчас, кстати, не смотрел. Может быть, на просторах интернета появилась русская версия прошивки, либо хотя бы английская, но на данный момент только English. И, ну, подлагивают, не знаю, народ покупает, но если есть деньги, лучше, наверное, купить что-то другое на русском языке, чтобы вы могли с этим разобраться, если вы не фанатик. Вот. Как правильно при беге с носка на пятку или с пятки на носок? На носках, Инал, правильно. Дальше. Что за смартфон? Еще раз, Redmi Note 7. У меня есть на него обзор. Дальше. Можно заказывать внешний жесткий диск с Али? Если да, то какие? Камиль, лучше на Тмоле заказывать, если внешний жесткий диск. Опять же, только если это прям, по вашему мнению, рационально и реально он дешевле, чем у вас в соседнем магазине. В магазинах довольно дешево у нас уже стоит такая компьютерная техника. Появились кроссы прозрачные от Xiaomi. Будет на них обзор? Не видел, Сикон? Скинь мне, пожалуйста, в ВК. Я от Xiaomi заказал еще 2 пары кроссовок, это баскетбольные, единственные, которые были моего размера, и беговые новые, они там прям бодро стоили 5000 рублей, для меня это дорого, я бы лучше купил, конечно же, новые мизунки, чтобы бегать, но я купил их, потому что хочу обзор на них сделать. Привет, хотел спросить, у Mi Band 4 часть с датчиком пульса пластик, когда расцарапается, не будет ли погрешности? Томас, думаю, а с чего они расцарапываются у тебя, внутренняя часть браслета? Вот сам подумай, если она у тебя с внутренней стороны на руке, если ты собираешься их, как и я, держать в коробке и показывать на стримах, ну, возможно, и таскать с собой. А так они не поцарапаются у тебя, внутренняя часть никакого браслета, будь то Honor Band 4, либо какой-то другой. Вот. Или умные часы, неважно. Дальше, 290 мм стопа, так и не подобрал себе кроссовки хорошие. Ронда однозначно, это Mizuno Wave Rider 21, 22, 20. И самое главное, какой у вас вес. Если вес большой, то только Asics Kiana, и лучше не бегать, а ходить. Какие лучше купить, Honor Band 4 или Honor Band 5? Твики сразу покупая Mi Band 4. Он по цене Honor Band 4, но лучше. Брал часы марки EWO. Нет легенды, напишите мне в ВК, все время забываю их купить. Очень хочу купить их. Когда будут похожие на AirPods Tisa, вроде я тебе кидал в ВК, ты сказал, что в корзине. Я не понял. Напиши мне, что за бренд. Спасибо, давай побольше обзоров умной и полезной техники для детей. Окей, покажи свои бесплатные наушники. Не понял. Какие бесплатные? Польза, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты заказывал Amazfit Antelope, пришли качественными. Когда ты заказывал, да, пришли качественным, но если вам придет, опять же, тот же, как мне люди писали, кому-то приходит с отклеенным носком, вы можете половину стоимости вернуть и приклеить совершенно свободно все клеем. Ничего страшного, я думаю, не будет. Как ты думаешь, какой телефон купить, Samsung A20 или Redmi Note 7? Redmi Note 7 на 6 гигабайт оператива однозначно. У меня одна стопа 270 мм, а другая 280. Взял 44 размер, оранжевые, которые у тебя на обзоре были. Инал, я думаю, тебе подойдет, но вот это... Странно, что у тебя стопы разного размера. Вес 74, рост 184. Можешь название мне в ВК написать, я отпишусь там. Конечно, напишу, Ронда. Томас, привет. Хотел спросить, у Mi Band 4 часть с датчиком пульса пластик. Когда поцарапается, не будет погрешности? Томас, еще раз напишешь, будет агрессия в твою сторону. Еще раз тебе повторяю, что они у тебя никак не поцарапаются. Но если ты поцарапаешь, конечно же, будет погрешность. Просто как их поцарапать на внутренней стороне руки, я не понимаю. Тиса это бренд, я в курсе, Инал.
У меня на TSI 4 был обзор на наушники. Покажи, пожалуйста, свои беспроводные наушники. Еще раз, они все были на обзорах. Нилкин, i200, Funkel, Redmi Note 3, Redmi просто, Mifo 5, UC White 3. Вот, но я думаю, что это на канале около 150 обзоров на уши. Ну, не 150, но 100 точно есть. А здесь, наверное, штук 20. Привет, ничего не упустил. Да ничего, мы тут 1,5 часа болтаем только. По возможности. Дальше, возможно, уже спрашивали, где ты упустил, ты советовал. Да, может быть, я не понял о чем-то. Дальше, вы сказали столик с вентиляторами для ноутбука, ссылка на которую я давал вам на YouTube-канале. Нет, пока Виталий не заказал, он довольно дорогой по мне, потому что он не особо кому нужный, и если будет на распродаже вкусная цена, я его куплю. Redmi Note 7 или Samsung A30? Не знаю уже тогда. Если Леха между Samsung A30 и Redmi Note 7, я про 30 может быть и лучше. То Redmi AirDots, да, Redmi. Давай, когда ты купишь себе iPhone, покажи обзор. А целесообразно ли это, Камила? Может быть. Привет из Казахстана. Привет. Привет. Как спортсмен посоветуй, кого посмотреть или почитать, чтобы пробе было работать технику постановку стопы. А вообще очень много кого. Напишите мне в ВК, я вам скину ссылки. Polar или Garmin, Иван? Я бы Polar купил. Garmin тоже неплохие, но значительно дороже. Ты видишь мои комментарии? MXKMN. Вот сейчас вижу. Так, Леха, спасибо. Привет из Владивостока. Смотрю вас, хочу сильно спать. Анатолий, ложитесь. Я думаю, пора уже заканчивать нам. Уже почти 9 часов вечера по Москве. Добрый вечер. Расскажите, как обстоят дела с батареей на Стратосах. Насколько хуже стали держать заряд? Михаил, очень много отзывов про то, что у людей стали они держать заряд значительно хуже, чуть ли не один день. У меня как жили они 4-5 дней, так и живут. Какие посоветуешь ТВС наушники хорошие с aptX разъемом USB-C? Посмотрите на канале в топе, сейчас сходу не скажу. С Type-C, по-моему, я даже не помню. Они почти все идут с... ну Мифа, Wayfan, но я не помню. Да, Wayfan Xpods 3. Вот у них, по-моему, есть помимо Type-C aptX. Скинул в ВК кроссовки прозрачные с Xiaomi. Спасибо. Так, какие ТВС уши взять, если хочешь максимальное количество деталей и качество звука? Слушаю много металла, рока и инструмента. Стоит рассматривать POP2 как под металл? Однозначно POP2 под металл не стоит. Любые затычки никогда не смогут вам ничего прям топового в металле предложить, только накладные уши. Даже советовать затычки не буду. По звуку, может быть, кое-как вытянет Funkel по громкости, а так даже нечего предложить. Нилкины может быть по громкости, но басы, в принципе, они басы в основном и производят все затычки, но там чуть-чуть другое, там много вокала обычно. Затычки это не вариант, если честно, лучше накладные уши. Владислав, вам спасибо, что смотрите. Когда приходит мятая коробка, сколько процентов стоимости обычно просишь вернуть в споре? 10%. Обычно 20 прошу, 10 возвращают. Silable S101 уже заказал. Еще раз, Сергей, да, Silable S101 заказал. После Galaxy Buds очень понравились. Galaxy Buds это вообще очень плохие наушники по отзывам. Я ни разу не видел, чтобы тестировали часы с помощью автомобиля. Расстояние, скорость. Хотелось бы протестировать Stratos, ну и остальное. Как вы на это смотрите? Я не вижу, что это особо целесообразно, можно на велосипеде секрет. Но я подумаю. А30 не нужен NFC, в остальном RN7 лучше. Окей. Какие кроссы посоветуешь? Камила, есть топ-5 кроссовок на канале, посмотрите, там все быстро. Будет круто, когда у тебя будет 100 тысяч подписчиков, и ты будешь запускать стримы, а там по 1000 человек, и ты будешь читать ники тех, кто хотел с тобой, которые были с тобой сначала, и ты будешь говорить привет с радостью. Инал, я и так с радостью говорю привет, и нас и так уже 66 тысяч человек, по 1000 человек на стриме при 66 тысячах подписчиков не будет. Нас и так очень много. Redmi Note 7 4 гигабайта на 128, норм, я доволен. Да, 4 гига оперативы уже норм. Вот у меня Redmi Note 7, и под него банка Xiaomi 2 SIG. Как сделать, чтобы банка заряжала телефон Quick Charge?
Она автоматически у тебя должна лани заряжать квик-чарджем телефон. Анатолий, где можно подписаться на твой канал на YouTube? Вы его сейчас смотрите, Анатолий, вы просто нажимаете вот на этот значок под видео «Польза.нет» и нажимаете подписаться. А может и под стримом, по-моему, можно нажать. Да, под стримом точно можно. Леха, спасибо за обзоры. Вам спасибо за то, что вы смотрите. Redmi Note 7 или Huawei P Smart 2019? Ух ты, ешки-гагошки. Один не знаю. Вот про P Smart 2019 не читал. У тебя есть домашние животные? Нет, Камила. Все продавцы в описании проверены. Владислав не всегда. Ченс Эндрю, привет, будешь стримить анонс MSFit BIP 2? Владислав, сейчас я сразу отвечу еще на ваш вопрос. В 99% случаев да, но есть варианты, при которых я просто-напросто хоть кого-то добавляю. Это, допустим, джойстик от Xiaomi. Он только у одного продавца на Алиэкспрессе, и, по-моему, я не у него покупал, у того кончилось. One More Stylish TVS заказывал, я уже раза 3 спросил, сказал, что подумаешь. Да, я, Сергей, не хочу их заказывать, потому что они сами себя не пиарят. Зачем мне их пиарить? Вы понимаете, что любой товар, который я покупаю, он подразумевает либо, вот, допустим, вот эти наушники, они довольно дешевые, и я могу их рекомендовать. А если я закажу One More, это Xiaomi-шный бренд. Они сами себя не рекламируют ничуть. Вот, допустим, про QCY я рассказал, QCY где-то 3. Вот, меня посмотрело 23 тысячи человек. То есть мне не жалко тратить 3000 рублей, чтобы покупать QCY. А One More мне жалко тратить 3000 рублей, потому что все, что я делал на One More, вы можете посмотреть на канале, не смотрит никто. Они никому не нужны. Вот в чем проблема, наверное. И они не такие дешевые прям. Ченс Эндрю Эй, где и когда будут показывать? Не понял, на автомобиле есть спидометр. Я в курсе. Кроссы, линги часто беру. Амайзы и другие не подходят под размеру. Стопа 295. Да, линги вообще норм. Пишите F, чтобы выразить уважение пользы. Нет, просто ставьте лайк. Не надо F. Можно заказывать Samsung Galaxy A50. Да, он норм. Адил, спасибо большое. Екатерина Ткаченко, привет. Сейчас бегаю с телефоном приложением Strava. Хочу купить часы для бега, чтобы не брать на пробежку телефон. Посоветуйте, какие купить часы с GPS для бега. Купите MSFit BIP на Pandao 3200, до 4000. На Алиэкспрессе за 4 вы тоже можете купить. Там есть GPS. Если вам нужна музыка, то тогда вам придется купить Stratos. В Stratos можно закачать музыку, подключить Bluetooth наушники и можно бегать, отслеживать по GPS путь, можно вешать нагрудный датчик в перспективе и можно слушать музыку, смотрите на обзоры на канале. Ты любишь суши-роллы? Да, Камила, я люблю суши. А как нужно правильно заряжать Mi Band 4, имею в виду мощность? Диана, вы подключаете к любой умной зарядке, и они заряжают, или просто к компьютеру, и не загоняйтесь. Ты больше спринтер или марафонец? Иван, я больше вообще человек, которому просто повезло с каденсом, если кто-то понимает. То есть я 800 метров всю жизнь бегал из 2 минут. Если кто-то понимает. Понятно, что сейчас, чтобы получить КМС, нужно бегать минуту 53, когда-то, да я сейчас пробегу минуту 56, но вот это моя дистанция. 400 я бегаю где-то 57-56 без тренировок. Если вам интересно, целый год, пока я делаю эти обзоры, которые меня радуют, я практически не тренируюсь. Сегодня я проснулся и решил, что нужно это дело заканчивать, потому что я последнее время раз в неделю максимум по десятке бегаю. И надо хотя бы раза 3 в неделю, притом с нормальным ускорением. Проще говоря, я такой, средней паршивости спортсмен. На первый разряд несколько дистанций пробегу. Однозначно. Вот. Какой смартфон посоветуешь до 10К? Redmi 7 Note, но обязательно на 4 гига оперативы. Добавьте 1000 рублей. Слишком агрессивно рекламируют 9T. Настораживает, прав или напрасно? Я вообще в Xiaomi топовым телефоном отношусь крайне так, нехорошо. Только когда на них цена падает, хорошо к ним отношусь. Поначалу они слишком дорого стоят. Камила, я не знаю, люди сидят, я отвечаю на вопросы, почему не поговорить. Если вы не устали, я не устал. Так, размерная сетка, давайте дальше. Почему стоит Samsung Galaxy Buds A50? Почем стоит? Не знаю. Amazfit Antelope увидел сегодня на Алике за 2370. Цена высокая? Нет, это очень хорошая цена для них. Дмитрий Бражников. Заказывал ли я что-то для авто? Дмитрий, я один из тех странных людей, в 35 лет у меня даже прав нет. Я год подло катался без прав, это было очень давно, и в итоге права не получил, машины у меня нет, я катаю на велике, летаю на самолете или на поезде. Сколько лет занимаешься бегом? Денчик, я не занимаюсь бегом, я просто чуть-чуть бегаю со школы. В школе я бегал только на соревнованиях, потом где-то на 3-м курсе опять стал бегать на соревнованиях.
за институт. И у меня склонность просто, говорю, к 400 и 800. Опять же, не топ, а вот просто, чтобы баллы какие-то принести тому месту, за которое соревнуюсь. Камила, я вешу 78 килограмм при 182 сантиметра роста. И это плохой вес у меня, хороший вес у меня 74 килограмма. Когда разбегаюсь, буду весить 74. Всем привет, очень интересуют умные часы для ребенка. На столе Xiaomi лежат для вас, в них все устраивает, кроме китайского языка. Посоветуйте другие варианты, хотя бы с английским. У Honor, Сергей, очень хорошие варианты, я обязательно их куплю и расскажу. Очень советую, они вроде бы даже на русском, но я не уверен. Был опыт с гидролевыми пленками? Нет, гидрогелевыми, я даже не знаю, что это. QCY это дочка Xiaomi, да, Янал, у Xiaomi больше 80 дочек. Тимур, не устали? Да нет, а с чего? Новенький, если не жалко, ставим лайк и не забываем подписываться на канал. Можно ли вернуть деньги за подделку i10 с Алика? Полгода прошло. Очень сложно. i10 в принципе это является подделкой AirPods, и поэтому вернуть какие-то деньги очень сложно. Можете попытаться. Дальше. Я слышал, что Mi Band 4 разъединяются от телефонов Honor. Ты сталкивался с такой проблемой? Это все слухи или правда? Твинки это все вранье. У меня по 20 Pro и все норм. Ты крайне советуешь не бегать на асфальте. Но если бегать негде, кроме как на асфальте и плитке, можешь дать какие-то советы, чтобы хоть как-то скомпенсировать нагрузку на ноги? Легко. Покупайте Mizuno Wave Rider и все. И у вас будет гаситься, даже если вы с пятки бегаете. Ну, соответственно, не особо топать. Стараться на носок приземляться. Ну, не гоните никогда. Вот я сегодня бегал на пульсе в 160-158. Я держал пульс всю тренировку, десятку по пересеченке. Я бежал как черепаха 50 минут, но зато я пробежал спокойно. 50 минут и 3 секунды. Вот, зато я пробежал эти 10 километров, и мне ничего не болит. Жирок растряс и все. 100 метров бежите за сколько? Эдик, если на шипах и поймаю старт, 10,8 пробегу. Ой, 11,8, тьфу, 10,8. Мы не устали, но отлично. Как будет специально игнорировать? Как будто специально игнорируете. Нет, Алмаз, просто много людей пишет, не успеваю читать. Да не громкость, мне громкость не нужна. В целом не согласен с мнением. Многодрайверные уши, начиная с Mi HiBot Pro HD, хорошо тянут металл. Сейчас КЗ, стоп. MXKMN, это вы имеете в виду проводные, беспроводные уши. Напишите мне, какие, по вашему мнению, беспроводные уши нормально тянут металл. Что скажешь про Samsung Galaxy Watch Active? Стоит ли брать вместо стратосов? Однозначно нет, Ярослав. Samsung это пиар. Просто это вот, ну, мое мнение, это попса. Томас, как будто задержка большая. Нет, скорее всего. Появились побоялся брать антилопы, покупать на свой 285 сантиметров. Все правильно. Сергей, на 285 миллиметров стопы антилопы не найти. Правильно вы сделали. Пока тебе нет 18, организм растет, можно себе набегать широкую спину. Говорят, типа бегаешь и легкие ребра раздвигают. Не знаю. Лайк за вашу работу. Спасибо большое, Артем. Инал, можно широкую спину в плаванием хорошо разработать. А что за распродажа такая? Илья, с 20 по 27 будет пресейл августа на Алиэкспрессе, когда вы сможете внести какую-то сумму для заказа, за резервирование товара, и потом с 27 по 1 сентября будет распродажа. Вы, соответственно, либо сможете выкупить тот товар, либо на товар станет цена чуть-чуть выше и купить его по распродаже. Читал отзывы о Wayfan Xpods 3. Говорят, рассинхроны при ходьбе, правда или наглая ложь. Крик, вполне возможно, у них есть брак. Я ничуть не удивлюсь. Все это Китай. Если есть любой брак, нужно писать сразу. Даже у айфонов есть брак. Вот, кратко. Опять же, отзывы, как и большинство пользователей, пишет в одном случае, когда у них проблемы. И я не думаю, что у Xpods большие такие продажи, точнее у Wayfan'ов Xpods 3. Поэтому лучше к ним прислушиваться, конечно. Мне повезло, у меня хорошие уши. Можно еще раз название детских часов? Не расслышал, спасибо. Сергей, хуавеевские детские часы, я не помню точную модель. Я, скорее всего, закажу и расскажу в ближайшее время. Бег для новичков очень травмоопасен. Лучше велик. Артем, лучше всего это вообще эллипсоид. Дома. Дальше. Да, сегодня что-то с FPS увидел. Ну, печаль. Можно взять TRN BT20S и получаете топовый ТВС. Это насадка на стандартный разъем AEM. Заскриншоть этот коммент, поищи, тема интересная. Да, MXKMN, вот именно этим я сейчас и буду заниматься. Когда добавишь донат? Я не знаю. У меня вроде он есть.
наверное, не знаю. Пользуешься магнитными кабелями для зарядки? Да, они у меня ломаются, мартовский код, поэтому я их не советую, поэтому на это обзора я не делаю. Согласен, у меня даже одноклассница спину наплавала. Очки, которые ты показывал, от них глаза меньше устают, то есть зрение не ухудшается. Да, Инал, это факт. Во всяком случае, у меня и по отзывам еще у многих людей, поэтому их довольно быстро раскупают. Счастливо, Томас. AirPods к ним приблизились по качеству и автономностью. Очень сложный у вас диалог. Не думал, что может стать известнее Вилсакома. Владислав, нет, я еще раз повторяю, что Вилсаком, Андроньюз и Стас, наверное, это как ОРТ, РТР и НТВ. Никогда до них не дорасти. Ну, это не важно, во-первых, вот серьезно не важно. То есть для меня цель была 1000 подписчиков. То, что происходит дальше, и то, что сейчас вы со мной сидите 100 человек, и мы общаемся, и мне реально есть что рассказать, потому что 1,5 года я только и делаю, что копаюсь вот в этих штуковинах. Я очень рад тем, что я могу поделиться своим мнением, и я рад, что оно многим помогает. А то, что при этом еще и появляется дополнительное количество каких-то подписчиков, ну это круто, потому что мне есть что рассказать, чтобы люди могли сэкономить. Люди могли начинать заниматься спортом дешево, люди могли стараться заниматься спортом не травмоопасно, либо покупать девайсы. Я не считаю, что спорт обязателен, если честно. Вот. Так что у каждого своя радость, у каждого свой путь. Ладно. Да, если не сложно, скиньте в ВК. Люди, просто подойдите ближе к Wi-Fi, хватит писать, что лагает. Есть Т1 APTX, они якобы Wi-Fi X3. Может быть, у меня 13 дюймов без шипов. 13,1. Ну, отлично. Не пробовали подключить большие наушники к стратосам для прослушки музыки? Потянут ли часы? Потянут, я уверен. Стас, отлично. Стас, блогер хороший. Не согласен, Тимур. Вот, ну, он тоже продает. Продает прям особенно агрессивно. Вот эта штука у него была с рюкзаком. После этого я стал его крайне редко смотреть. Потому что так люто продавать рюкзаки — это уже перебор, когда он не мог его порезать. Подскажите, смартфон в районе 15-20 тысяч рублей. М9 Redmi. Мой рост 157. Сколько я дешел? Я не понял ничего. Что насчет Magic Watch от Huawei, то ли Honor? Сика, мое мнение, нехорошее, поэтому я его не буду озвучивать, я к ним негативно настроен. Может быть, я поменяюсь. Вилса — это не один человек. Ну, конечно, Вилса — это уже как корпорация, я говорю, он как ОРТ. А у нас тут MTV. Ну, хорошо, если MTV, если такие ассоциативные ряды, это круто. Так, что думаешь о Mi Wi-Fi роутере? Думаю, все хорошо, но обычно роутеры нам дают наши компании, я вообще МТСным пользуюсь. Сорян, не мог раньше прийти, друг стримил. Да все круто, Артем, зато вы сейчас пришли. Стас еще как человек не очень. Ронда, ну все, говорю, все относительно. Люди очень часто начинают зазнаваться. Мне тоже многие пишут, что я ЧСВ. Мне хотя бы в прошлом стриме объяснили, что такое ЧСВ. Я не согласен. Антон Григорьев выпустил пару роликов, после которых я него не смотрю, мартовский код. И очень много людей отписалось, потому что это тоже превратиться в продавана очень просто. Вот он единомоментно для меня в него превратился недавно, месяцок назад. Что скажешь про канал SMW? Не знаю, что это за канал. Мой рост 157, сколько я должен весить? Я не знаю, все зависит от возраста и тем, чем... PUBG Mobile, нет такого понятия, сколько должны весить. Если вы себя чувствуете хорошо, значит это ваш вес, ТЧК. Кто-то при вашем росте весит 100 килограмм, а кто-то 40. Люблю бегать раз 2-3 в неделю, от 3 до 5, но никогда особо не углублялся в теорию бега. От такого бега есть какая-то серьезная нагрузка на ноги или так ни о чем? Нет, скорее всего нагрузки нет. И еще раз повторяю, что я не советую бегать по километражу, бегайте по времени. Бегайте просто 40 минут, это будет очень полезно для вашего сердца и кровеносной системы, прям очень. Какой твой телефон на основе? P20 Pro, который я уже довольно сильно раздолбенил, к сожалению, но вот так. Ты бегун, Стас, боксер, от нас... От вас смотрю, а Вилса — это печаль. Андрюху только за новости смотрю. Да, Андрюха тоже норм. Парень из Казахстана. Stupid Mad World — это вообще Ронда. Ронда — это чистой воды продаван. Мое мнение. Не могу его смотреть. Подскажите, наушники до 2500 рублей. Сайт CQ, смотрите топ-20... Топ-10 наушников до $20 и до 50. Там все наушники, которые я советую. А кто такой ЧСВ? Это человек, не знаю, особой важности, как-то так вот. Я даже забыл. Чувство собственной важности. У человека, у которого высокое чувство, большое чувство собственной важности. Наверное, так.
Теперь буду чаще смотреть твои стримы, оказалось интересно и информативно. Спасибо. Что там со Стратосом? Почему ты его не взлюбил? С чего? Со Стасом? Потому что он в попсу ушел. Ми-9 и Ми-9 МТ. Какой посоветуешь взять? Я очень часто... Вот это первый стрим, когда я вообще говорю вам по поводу каких-то каналов. Почему? Потому что, ну... Скажем откровенно, у меня на канале всего 66 тысяч подписчиков. И, уже точнее. То есть до 50 тысяч я считал, что моего мнения даже быть в принципе не должно. Сейчас у меня какое-то мнение есть. Как вы у меня спрашиваете, часто ли я смотрю обзоры других блогеров. Я обычно смотрю обзоры других блогеров после того, как я делаю свой обзор, по той причине, основная причина в первую очередь и в последнюю, в том, чтобы мой обзор был уникален. Если я посмотрю чужой обзор, то совершенно вероятно, что структуру и основную мысль я буду передавать этого человека. Поэтому я сначала делаю свой обзор, потом смотрю чужие обзоры, если мой, допустим, не заходит, либо мне в комментариях пишут, что у того человека было интереснее. Вот. Я надеюсь, что мои обзоры для вас довольно концентрированные. То есть я понимаю, что их довольно тяжело смотреть. Чаще всего их нужно смотреть либо на замедлении, либо по второму разу, потому что все, что я говорю, можно растянуть на полчаса. Я стараюсь это уместить в 3-4 минуты, иногда в 10. Дальше. Посоветуй беспроводные наушники. Ответил. Ты пил какие-нибудь препараты для коленей? Нет, Гриша. Лучше пить воду и не бегать, если у вас болят колени. И сходить к врачу, конечно же. Польза нет, супер класс, все дизлайки у Стаса. Да. Какие очки имел в виду, которые от компьютера? Сика есть на канале Xiaomi-шные очки, но это дорогие, там они 2400 стоят. По-моему, Redmi называются. Или Redmi, по-моему. Обзоры есть на канале. И у Xiaomi есть подобные, там и по 800, и по 900 рублей. Я советую, реально глаза меньше начинают болеть. Посоветую кроссовки для зала и беговой дорожки. На канале есть топ-5 кроссовок, которые я советую. Так, Stupid Top. Ваше мнение. Я не буду ни с кем спорить. У каждого свое... Опять же, у меня мнение по поводу каналов с точки зрения того, что я сам являюсь каналом и делаю какой-то контент. Если какой-то канал для меня полезен, я говорю, что я его смотрю, и он мне интересен. Если канал бесполезен, я вам говорю, что для меня это, допустим, продаван. Продаван – это человек, который дает только ту информацию, которая является позитивной. Как вы видите, большее количество моих обзоров, к сожалению, негативные. Вот такой у меня формат. Я в первую очередь ищу недостатки, потому что о достоинствах вы можете посмотреть раз в рекламе, и два у других обзорщиков, которые благополучно вам смогут рассказать какие-то супер товары. То есть у меня чуть-чуть другой просто формат и все. Правда, вы очень быстро говорите и мыслите. Диана, да, так получается. Как по твоим видео относится твоя семья? Владислав, они мне помогают, им интересно. Анатолий Иванов, я тактично промолчу. Можете в личку написать, в общем, там тоже очень интересная история у меня по поводу этого человека. Смотрю твои обзоры на X2. Если у тебя артрит, то колени будут болеть всегда. Что ж теперь, не бегать или не качаться? Инал, можно плавать. С артритом, по-моему, нет. Вообще с артритом можно что угодно делать. Главное, к врачу ходить и препараты пропивать. Havit i93 хочу купить. СИС, посмотри, пожалуйста, обзор. Ура, 200 лайков уже есть, давайте добьем до 7. Нет, 240 это уже очень круто. Спасибо за лайки, которые ставите. Если есть кто-то из новеньких и что-то было полезное, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. И, конечно же, подписывайтесь на канал. У нас здесь все душевно. Отвечаем на вопросы всем миром, как говорится. Владимир, счастливо. Тимур Шарипов заимел свое мнение, зазнался. Шутка. Не факт. Тимур, для этого же вы и смотрите обзоры, для того, чтобы услышать чье-то мнение. Оно может не каким образом с вами... хорошо знать мнение по поводу железа, на которое вы хотите потратить деньги. Мое мнение. Классный был обзор про подбор витаминов. Спасибо, Артем. Видите, он был только один. Вот. Havit i93 хочу купить. Вполне неплохие. Недавно пришли. Отлично. Так. Ми-9 SE одобряешь? Нет, Ромаха, не люблю вообще отдельно отдельно Ми-9, что-то там Ми-9, вот чистый Ми-9 норма, а все остальное это... Мне не нравятся подрезанные аппараты, так же как лайты, бип-лайты, Verge-лайт, еще что-то. Дальше, я благодарен тебе за правду, ибо есть такие каналы, где главное типа позитив, но как по мне позитива не может быть в честном ролике вообще. Мартовский код, нет, там не смысл в том, что должен быть один позитив, смысл в том, чтобы продать вам товар и получить с этого деньги. Вот, тут дело абсолютно не в позитиве. А что сможешь сказать про Xiaomi Mi 8 китайской версии? Ничего, я не тестил их. Думаю, неплохой аппарат. Как всегда, ставлю лайки, для хорошего человека не жалко. Спасибо, Иван.
SPBA. Планируешь ли делать обзоры на бывшие топы, которые упали в цене? Некоторые блогеры это практикуют. Не вижу смысла, потому что чаще всего, учитывая конкуренцию, сейчас новые товары стоят не намного дороже. Может быть, на что-то да. Посоветуешь какие-нибудь площадки, где купить дешевле вейврайдеры, если я не из России или не особо в курсе? Если вы можете на Амазоне заказать, постарайтесь там поискать, либо на eBay. Что лучше, плавать или бегать? Я плаваю. Конечно, безопаснее плавать. Не-не-не, мнение других блогеров. Не-не-не, мнение на других блогеров. Тимур, ну окей, какой есть? Ты про статус сказал, что он ушел в попсу в том смысле, что у него группа музыкальная? Или что ты имел в виду? Инал, он занимается... Ну, как тебе объяснить? Я сейчас тебе расскажу, если вам интересно. Кому интересно, как работают топовые блогеры? Просто я это уже знаю, потому что у меня 66 тысяч подписчиков, и трафик в 1,5 миллиона просмотров в месяц – это очень много для такого маленького канала. А канал реально маленький. Если интересно, ставим плюсики. Как работают большие блогеры, чтобы вы не строили ложных иллюзий. А я пока поотвечаю на вопросы. Кайрат, по воскресеньям у меня стримы. Следующий будет в субботу. Ну, либо в субботу, либо в воскресенье, потому что в воскресенье я буду работать. Бегать в наушниках – это по вкусу, лучше не бегать в наушниках. Как тебе ТВС наушники Silable? Я их заказал потом. Всем интересно. Привет, рад слышать. Миксайдер E9. Миксайдеры хорошие уши. Отлично. Если вам интересно, каким образом работают большие каналы, слушайте, потому что все-таки у меня контента эгегей, и по 30 роликов в месяц я успеваю. Вот этот месяц я выложил 32 ролика, включая стримы. Одному это очень тяжело. То есть без монтажера, без оператора. И фактически каждый товар мне нужно было копать с нуля. То есть есть очень много девайсов, включая там нилкинские уши, еще что-то, на которые в принципе нет никакой информации. То есть я там ночью, днем тестил, а чаще всего несколько девайсов одновременно. Так вот, как работает большой канал? Сет, к сожалению, придется послушать, потому что много людей поставили плюсики. Первое, у них есть копирайтер. Понятно, что любой большой канал – это несколько человек. Допустим, это ведущий, это человек, который пишет тексты, это оператор и чаще всего рекламщик, то есть тот, кто договаривается насчет рекламы. В рекламе подразумевается что? То есть если вы получаете товар на обзор, вы можете поставить под видео что-то, что вот это обзор, и за это вы получили деньги, и тогда YouTube может вас забанить, если это реклама. И поэтому какие-то недостатки добавляют, поэтому все это идет мимо кассы. То есть смысл в том, что у блогеров покупают рекламу. Поэтому вы видите, как какие-то рюкзаки не режутся ножом. Поэтому вы слышите, что вот это топ, это топ, это топ, и вообще все топ. Что не включаешь, вообще все топ, и никаких недостатков нет. Это раз. Два. Если вы думаете, что блогер может написать текста себе на речь в 30 минут, вы сильно ошибаетесь. Вот, допустим, у меня был обзор на Honor Band 5. Так вот, Honor Band 5 я писал в течение 2 дней. Понятно, что я 2 дня об этом узнавал, что-то писал себе в блокнотике теги. Понятно, что я до этого времени его тестировал, этот браслет, но вот конкретно я занялся им 2 суток. Чтобы написать мне текст на 10 минут, мне понадобилось внимание. А я пишу 10-пальцевым слепым и пишу я быстрее, чем я с вами сейчас разговариваю. Мне понадобилось 1:40. После 1:40, около 20 с лишним минут я редактировал этот текст. После этого около 2 часов я его, не 2, ладно, полчаса я его начитывал. И аудюху я еще редактировал 1,5 часа. То есть, проще говоря, если говорящая голова, то есть блогер большой, будет реально 30-минутный текст писать сам, вы можете примерно представить, что ему понадобится минимум часов 6. Вы думаете, он будет этим заниматься, когда у него 3 канала, и одновременно на этих 3 каналах 2 ролика выходит, плюс он должен, по идее, искать информацию под эти товары, плюс, по идее, у него еще какие-то параллельные дела, и он еще должен жить. То есть, проще говоря, им пишут текст. У них есть собственные копирайтеры. Обычно копирайтеры – это люди, которые пишут текст человека 2-3. А в каком контексте? Понятно, что нужно в первую очередь, когда ты уже большой, деньги зарабатывать. Зарабатывают каким образом? Ты рассказываешь о товаре, и вы покупаете его по ссылкам. С ссылок, соответственно, они получают какой-то процент. Это раз. И два, конечно же, на больших каналах людям платят деньги за то, чтобы они в принципе об этом товаре рассказали, потому что вы могли просто не знать об этом товаре. Вот, допустим, Xbox 3 вы видели на больших каналах кто-нибудь? Нет. Почему? Потому что... Или Нилкин. И не увидите никогда. Потому что Нилкин и Вейфаны, они не могут себе позволить заплатить каналам по 300-400 тысяч подписчиков, а только им есть смысл платить для того, чтобы повысить продажи. Вот, это база. Первое.
Второе, все еще интересно, если все еще интересно, как работают блогеры, то ставим плюсики, я потом, может быть, даже сделаю стрим, за который меня, наверное, все блогеры будут потом ненавидеть. У Стаса много, Стас комментатор, там не нужен никакой текст. Инал, вы не совсем правы. Так вот, смысл еще в чем? Смысл в том по поводу комментариев. Вот на данный момент я все-таки, у меня получается читать ваши комментарии, у меня получается ставить лайки. Если я комментарий прочитал, я ставлю лайк. Если я не, некоторые комментарии у вас подразумевают ответ, некоторые нет. На некоторые ответы я просто не знаю, но это редко. Обычно я пишу, что я не знаю ответа. Это... Вот, все еще интересно, отлично. Так вот, как работают еще топовые блогеры. Дальше рассказываю. Любая текстовка, которую они вставляют в ролик, она Тьюба может быть заблокирована. Вот. К чему это? К тому, что они стараются не хейтить товар, потому что если вы захейтите любой из этих товаров, то фирма у такого большого блогера, то есть любой негатив, она может подать на него в суд тупо за клевету. Да, там вообще очень много вариантов. Понятно, что большие блогеры имеют свои юридические фирмы. И еще магия в том, что многие мне советуют отдаться медиасети. Медиасеть тебя пиарит и забирает часть твоей выручки. Так вот, медиасеть тоже может требовать какие-то обзоры. То есть там целая химия. Вот по поводу медиасети прям все рассказать я не могу, потому что у меня медиасети нет. Я никому ничего не должен. Лагает сет. Скузи. Давайте, ребята, о технике. Да, давайте о технике. В общем, кратко так, если что по поводу каналов, я потом вам расскажу. Не рассказываю я это, в принципе, не потому что не знаю или не хочу рассказать, а потому что я считаю, что это слегка грязь. Потому что я на чужих костях, получается, свой канал пиарю, а я хочу пиарить его тем, что рассказывать о вам о железе, и вы будете думать, вот полезно, что вот он рассказал мне о этих недостатках. Понятно, что с этими недостатками, как некоторые хавиты у меня подписчики покупают, либо QCY покупают, но вы зато знаете, что вы будете получать, и это хорошо, потому что нет вещей без недостатков. Дальше, смотри, если не бегаешь в ушах, не на дороге. Кому, кстати, показалась эта инфа вся полезной, не забываем поставить лайк. Может, до 300 догоним. И подписываться тоже не забываем. Так, о технике. Смотри, если не бегаешь в ушах, не на дороге и слушаешь спокойную музыку, то есть у тебя сердце бьется спокойно. Так можно? Нет, Инал. Смысл в том, что когда вы слушаете музыку, у вас сердечный ритм сбивается под музыку, а не под шаг. Вот. И не под вздох. Проще говоря, лучше вообще не слушать. Неважно, медленно вы бегаете или нет. Миксайдер E9 или Ausdom ANC10. Я бы Миксайдер взял. Как с тебе фирма Blitzwolf? Дима, кроме Blitzwolf FIA 3 и FIA 4, все остальное, по моему мнению, хлам. Алекс, давно нет, не буду писать почему. Уже давно не смотрю. В жизни нет ничего идеального. Да, Иван, но к этому нужно в каких-то местах стремиться в своем маленьком огороде. Mi Robot Vacuum у тебя еще работает? Еще как, Саша, могу принести тебе его. Сегодня только 2 раза пылесосил. Подскажите хороший смартфон в районе 15-20 тысяч рублей. Xiaomi Mi 9, наверное. Вот. Мне так кажется, что довольно неплохой смартфон. Сейчас 15 секунд. Мне нужно кое-кому написать. Так, недавно заказывал Mi 9T за $295. Ух ты! Это очень круто, дорого. Почему тогда же Макгрегор и Хабиб бегают в ушах? Видел фото Грегора и в AirPods и накладных. Инал, знаешь, сколько Во-первых, Макгрегору не надо много бегать. Во-вторых, ты знаешь, сколько им заплатили за это дело? Прям безбожно много. Привет. Дальше. В каких часах сам плаваешь и что используешь для плавания? Стратосы. Очень редко плаваю, к сожалению. Потому что я работаю и еще параллельно делаю обзоры. И мне сейчас времени на спорт меньше, поэтому, скорее всего, я буду делать меньше обзоров для того, чтобы больше заниматься спортом. За последний год меня прям растащило капитально. Что взять, QCY T1 или Redmi Xiaomi? T1 будут надежнее. Давай шокирующие подробности топовых блогеров дальше. IQ, но это не шокирующие подробности, а потом меня они просто сожрут. Потому что на меня уже не раз натравливали не только продавцов, но и каналы. Я слишком маленький, чтобы с ними бодаться пока. Смарт до 6 дюймов какой? Лопаты не люблю. Если я, Ромаха, тебе скажу, что iPhone 7, то я думаю, ты расстроишься, да?
Особенно Арл, не знаю, что это такое. Светлана Мельник плюс. Не знаешь, почему Гармины часы такие дорогие? Потому что они типа монополисты, и они были первыми. Вот и все. Ну, одни из первых. Какие китайские наушники могут заменить Sony? Никаких. Хотя, что я слышал, ты зря так говоришь, все бойцы много бегают для выносливости. Да, много, но не высоким темпом. Ты будешь мы будем твоими росгвардейцами. Хорошо, спасибо. i200 TVS или Xbox 3 Wave Fun для повседневной носки? Xbox 3, потому что i200 TVS могут сдохнуть. Подскажи хороший блок быстрой зарядки. Хотя Xbox 3 тоже не супер, но мне в них комфортнее. Подскажи хороший блок быстрой зарядки. Быстрой зарядки блок, их много. Белкин, скажите, пожалуйста, как тебе One More? Как он? Я хочу купить. Может, One More хорошая фирма, просто говорю, не распиарена. Я ничего плохого про них не слышал. Просто они дорогие для меня. Стоит ли покупать Mi 9 в 2019? Нет. Mixsider E9, норм цена. На Алике от 2000 до 3,5. За 2000 бери. Постарайся на распродаже купить еще дешевле. Не забываем подписываться и ставить лайки, если есть кто-то новенький. Какой планшет дешевый 10 дюймов в пределах 6-7 тысяч посоветуешь на Алиэкспрессе? Анатолий, заходите на Тмол и покупайте самсунговский планшет в районе 6-7 тысяч, там их не так много. Лучше проверенную фирму покупать. У меня есть много товаров фирмы Blitzwolf, и я очень доволен. Например, солнечная панель для зарядки Blitzwolf BWL3. Очень удобная солнечная зарядка, экономит энергию. Очень мило, Диана, что вы беспокоитесь о энергии. Возобновляемых источниках. 6 дюймов бери Meizu 16. 6 дюймов Meizu. Они сейчас погибают. Хотя они не погибают, но у них не все фонтанно. Mizuno S-Run 2 2019. Нормальные кроссы для бега по пересеченке. У Мизунки все нормально, Винс, если это оригинал. Хотя я не слышал. Так, ты знаешь такой канал Pro High Tech? Очень интересный канал с довольно глубоким изучением ПК, реже смартфонов. Нет, не слышал мартовский код. Привет, как относишься к Xiaomi Redmi 7A? Плохо, потому что это обрезанная версия, как я понимаю, Redmi 7. Вообще все обрезанные версии чего угодно, я к ним отношусь плохо. Есть ли смысл покупать туристическую палатку с Алика? Лучше, мне кажется, Николай, купить ее после того, как вы ее увидите и потрогаете, а потом покупать. Хочу взять себе Meizu 16, Meizu Pop и Stratos. Можно, неплохой выбор. EP2X, проводные наушники Meizu, топ. Провод вообще всегда топ. Брал 7 лет назад за бешеные по тем временам деньги, $50. Sound Magic E30 в Китае. Год назад лопнула у самих наушников черная оплетка. Думал, хана в мусорку, до сих пор работают. Представь, вот это качество было. Вот такие были по звуку, хотя, но беспроводные для спорта. Посоветуй что-нибудь надежное из Китая, пожалуйста, если вообще такое существует. Удачи. 100% гарантии, что у вас будет все прям супер. Не могу дать, но мне фанклы понравились. Хотя это... Не бывает такого без брака. Я даже не могу ничего сказать, чтобы 100% там не было брака. На Фе четвертых я не особо много видел из наушников. И QCY T1 вообще все дешевое, обычно без брака. Как-то так везет. За то, что ты говорил, Стас выпустит ролик Стас комментатор и будет обсирать тебя за каждое слово. Может быть. На Али, да не, я такой маленький. Стас хайпит на Вилсе бедном, старом, которому он разгоняет количество подписчиков. У меня, кстати, была история, на меня дезели. В общем, каждый раз, когда меня кто-либо где-то упоминает, у меня увеличивается количество подписчиков в этот день. Там, допустим, обычно подписывается 300 человек, а если меня где-то хейтят, то у меня подписывается 1000. Поэтому, в принципе, я за хейт в любом его виде. Блин, вот на самом деле ты красавчик, ты молодец, продолжай в том же духе, ты отличный блогер. Мне особенно нравится, что ты общаешься со своими подписчиками, молодец. Ну а как не общаться? А смысл тогда? Смысл? Шевели рукой активнее, помаши. Окей. Какой бюджетник посоветуешь от Xiaomi? Redmi Note 7, но обязательно минимум 4 гига оперативка, лучше 6. Xiaomi Redmi Note 7 или Samsung серии А? Redmi Note 7, но 6 гигабайтами. Сделай обзор на EP2X или Meizu Flow. Проводные все скинут. Тебе ссылку в ВК скинул. Скидывай. Николай Курочкин, по поводу Zenfone 6, что думаешь? Ничего не читал про него, честно. Вообще к Zenfone отношусь негативно. Модель, пожалуйста, назови этих, что ты сейчас показал. Погуглю. Наушников? Нилкин. Они есть у меня на обзоре. Все, что вы видите здесь, есть у меня на обзоре на канале. А вообще на канале есть больше 100
наушников и два топа по наушникам до $20 и до 50. Обязательно посмотрите. Сделай все-таки в будущем видос о магнитных кабелях. Да негативно мартовский код я к магнитным кабелям отношусь. Ломаются они у меня постоянно. Еще 11 лайков, други, у нас будет 3 сотки. Это будет более чем гуд. И не забывайте подписываться, если стрим вам нравится. Обзоры намного полезнее, намного быстрее, все легкие, быстрые. И, к сожалению, с негативом, но разве вам только позитив нужен на девайсах? Я думаю, негатив, кстати, это как раз ценное что-то. Опять же, моя позиция. Дальше. Посоветую шуши до $100. iTony однозначно FreeBuds 2. FreeBuds 2 хуавеевские. Вот, вкладыши до $100. На Pandao 5500, 5200 стоят в рублях. Redmi Note 7 лучший за свои деньги. Ребята, я купил и ни капли не жалею. Всем советую. Спасибо. А почему к Zenfone относятся негативно? Николай Курочкин, я прочитал очень много информации по поводу Zenfone. Топ для людей, которые прямо умеют ползать в прошивках и в элементах разработчика. А обычные смертные, вот я себя к ним причисляю, я ползаю в меню разработчика только для ушей. Вот для меня это перебор. Мне не нравится, как они делают экраны. Ну, это мое мнение, опять же, если кратко. Пожалуйста, кратко аргументирую, почему не стоит покупать Mi 8. Потому что он старенький, Полина. То есть старые модели все время лучше купить подешевле новую, мое мнение, всегда. Лайк, еще один лайк с барского плеча. Спасибо, Инал. Часы появились на руке. Я перевесил просто, потому что уж совсем скучно. Чтобы вы видели, что GTR-ки не очень хорошо реагируют на поворот руки, а не только в моем обзоре. Может быть, вы не поверили. Анатолий Иванов, 6 гигабайт оперативы, да, это более чем... ну, значит, Redmi 7 Pro. Если не секрет, из какого города или страны? Виталик, не секрет, Архангельская область, Россия. Посоветуй электронуб щетку. Электронную. Даурен есть на канале у меня щетки электрические. Очень советую их. Зубные вы имеете в виду, да? Я ими сам пользуюсь. Вся моя семья Xiaomi-шными пользуется щетками. У супруги одна щетка навернулась, но потому что я ее неправильно почистил. У меня, получается, на 3 вида щеток от Xiaomi есть на канале. Как тебе родной браслет на GTR? Очень нравится. Вот браслет мне нравится прям безумно. Очень классно и выглядит классно. Ты знаешь, твое лицо будет разным, каждый раз представляю тебя по-разному, до тех пор, пока ты не начнешь светить им в обзорах. Тимур, у меня есть ВК и Фейсбук, и там мое лицо есть одно, можно меня не представлять. Так, ступня 26,7, высокий подъем средней полноты. Что лучше брать, размер антилопы, заказать 43 или 44? Прям если высокий подъем, то лучше 44. Так, мега... переоценено из того, что активно форсится сейчас. Что мега переоценено? Не знаю. QCY T3, если из наушников. Еще 2 лайка и 300. Уже 300. Спасибо большое. Amazfit GTR против Amazfit Verge. У меня есть стрим Адик Amazfit GTR против Amazfit Verge 2. Точнее, Amazfit Nexa. Вот этих вот часов, которые на одном из обзоров, на первом я... разбил. Вот. Можете посмотреть этот обзор, где я разбил эти часики. Довольно интересный, мое мнение. За Redmi 7, у Xiaomi не поддается логистике. Разница между ними. Redmi 7 приличная, это практически разные классы устройств. Например, у них разные размеры дисплеев. Я не особо в Италии разбирался, если честно. Для меня существует чистая модель, и все, что от нее отходит, в моем понимании, это странно. Всегда. Спасибо за стрим, пока. Счастливо, Александр. Чего ждешь Redmi Note 8? Да, я хочу Redmi Note 8 купить. Так, спасибо. Где их купить и стоит ли ждать скидку? Что именно купить, Даурен? Собираешься ли ты делать обзор на Mi 9T? Нет, пока не собираюсь. Пока, спасибо за стрим. Счастливо, Павел. Диана, как вы не устаете отвечать на такое большое количество вопросов? Мне самому интересно, что людям интересно, и потом я на основании ваших вопросов буду что-то заказывать, чтобы делать на это обзоры. Стас, подъем невысокий, но ступня склонна к отеку. Олег, у всех она склонна после десятки бега. Олег, посмотри по миллиметрам, прибавь сантиметра, если у тебя 267, 277, лучше бери 44. Если что, перепродашь или будешь в спортивных носках бегать, они достаточно толстые. Когда начнешь внедрять умный дом Xiaomi у себя? Никогда, Артем, у меня нет дома, у меня квартира. Блогер — это раб на галерах, ты не можешь бросить уже. Ничего не понял. Почему? Мне нравится просто делать обзоры.
Мне нравится покупать девайсы, мне нравится искать в них недостатки в первую очередь. Нравится, когда какие-то ноунеймы имеют много достоинств. Нравится, да, меня прям, можно сказать, прет от того, что мне пишут, что вот, спасибо, что ты рассказал о каком-то девайсе, он реально крутой и дешевый. Вот, если кратко так. Дальше. Не люблю Xiaomi за то, что там все основные типа камеры и процессоры топ, но экономят на тех же вибромоторчиках, батареях и так далее. Да, еще модулях NFC и всем подобном. Так, скидка на электрощетку в конце августа. Стоит ли ждать? Не знаю, Даурен. Учитывая, как курс плавает рубля у нас, допустим, я в России, я бы не стал. Можно ли купить антилопы для ходьбы? Какую повседневную обувь посоветуешь? Владислав, я советую по поводу повседневной обуви не экономить, идти в большой-большой гипермаркет и ходить искать кроссовки. Я искал себе кроссовки в Меге Дебенго в Петербурге и искал их целый день. Перемерил, наверное, все. Купил в итоге в Under Armour беговые кроссовки, в которых уже второй год хожу. Ну, помимо Xiaomi-шных, того, что вы видите на обзорах. Олег, окей, благодарю за внятные ответы, пожалуйста. Есть ли на Алике норм кожа, на бипы или только шлак крашеный? Думаю, есть, вы читайте, главное, отзывы. В ВК куда тебе лучше писать, в группу либо в личку? Алекс, лучше всегда в личку, потому что в группе я очень часто забываю посмотреть. Кстати, стоит ли Huawei Watch первый менять на стратосы? Не уверен, Николай. Я не знаю, зачем вам нужны стратосы, если для того, чтобы повесить нагрудный датчик и слушать через них музыку, то да. Мне вообще Huawei не нравится, поэтому я не хочу даже комментировать, если честно, их часики. Вот, я один бреюсь станком, а не электробритвой. Нет, Инал, я думаю, очень многие бреются станками, и это тоже правильно. У меня просто, допустим, кожа склонная к раздражению, вот и все. Так, Даурен, пожалуйста, привет. Можешь подсказать проблемы с Redmi Note 7 со связью? Часто мне дозвониться не могут, а если я звоню, то норм. Марк, кроме совета откатить их к заводским настройкам, телефон ничего не посоветую. Я просто присматриваю звонилку до 5,5 дюймов экран, поэтому знаком со смартфонами Xiaomi в этом диапазоне. Мне иногда говорят, что я так хорошо разбираюсь в смартфонах, что я мог бы быть консультантом. Возможно, Виталий, легко. Если что-то очень сильно нравится, ты в этом становишься постепенно профессионалом. Xiaomi не экономят на аккумуляторах, этим они как раз радуют. Да, привет, только начал бегать, посоветуй, пожалуйста, одежду и аксессуары для занятия бегом. Велор, главное купить спортивные трусы, чтобы ничего не натирало. Вы уже извините за такие подробности. Спортивную футболку или майку, чтобы также ничего не натирало. И все остальное, что вам удобно. Ну и кроссовки, соответственно, с спортивными носками. Если вы купите спортивные носки, знаете, что они у вас там лет 5 выживут. Ничего с ними не будет, если хорошие будут. За 3 года ни разу не было раздражения. Ну, Инал, вам повезло с кожей. Спасибо, что прокомментировал QC White 1. Первое видео, которое посмотрел у тебя. Реально крутые уши и дешево. Рад, что вам они понравились. Пользуешься купонами AliExpress или продавцов? Весис плохо, да, пользуюсь, но не всегда получается, потому что я покупаю много и не могу мониторить. Если я не ошибаюсь, ты что-то говорил о кнопочном телефоне Xiaomi. Владислав, он у меня был на обзоре, можете посмотреть, он уже на русском языке продается, по-моему, даже в России. Виллар Ким, спасибо, пожалуйста. RN7 хорош, но тот же самый Meizu X8 за 11К с 710 снэпом. Инал, там дело в том, что у Meizu с прошивкой беда. Но опять же, это мое субъективное мнение. И опять же по отзывам, потому что сам я мейзовские телефоны не юзал. Бип не показывает адекватно пульс, сильно опаздывает, это норм, все их хвалят, меня бесит. На треньке не могу увидеть пульс адекватно. Я вам раскрою страшную тайну. За 4000 рублей то, что они вообще работают, это хорошо. Вы уже извините за такое хамство, но здесь смысл покупать вообще этот девайс только в том, что у него первое трансфлективный экран, второе это то, что автономность, и третье наличие GPS, который тоже примерный. А то, что тут пульсомер работает, ну любой пульсомер в трене в зале показывают полный бред, если это не нагрудник. Какой бы у вас ни был блатной девайс, хоть Garmin, хоть что угодно, потому что вы очень быстро потеете и все. Так что хейтить смысл нулевой, по моему мнению, опять же. Я просто стираю кожу лаской, понятно. Дальше. Я много пропустил? Нет, Павел, я думаю, мы уже заканчивать будем скоро. Некоторые обзоры имеют англоязычную транскрипцию в описании. В чем фишка? Сори, если не... уже не объяснял это. Нет, вообще у меня транскрипция в русском. Это если вы заходите с какого-то региона, где считается, что вы иностранец, то тогда у вас будет на английском. Не засиделся ли ты на стриме? Не знаю, Иван. Тут 150 человек. Кстати, кто новенький, не забываем подписываться и ставить лайки.
мне будет приятно и будет мотивация делать обзоры дальше. И особенно негативные, потому что позитивными обзорами полон весь интернет, как вы заметили. А карты памяти в Китае покупал, что скажешь? Нет, не покупал, мне кажется, что это опасненько. Саша, когда откладываешь смартфон к заводским настройкам, нужно ли делать резервную копию данных, а потом восстанавливать? Или нужно все данные обнулить, чтобы не было проблем? Лучше сделать резервную копию. Можешь сделать какие-нибудь видео о спортивных носках, часто их упоминаешь, реально классная штука. Третий год на них, без них бегаю, жаба душит, пару носков купить 1000 рублей. Реально помогает, особенно те, которые на игры надеваются. Я купил недавно найковские носки с, получается, как это называется? Я уже заболтался за 2,5 часа, вы уж простите. В общем, проще говоря, они создают на икру давление, что ее одновременно с бегом массируют. Очень удобно в них бегать. Фаим, говорят, самая красивая прошивка, прошивка, когда Мейзу разорятся, ее купит кто-нибудь другой, и все будет окей. Я думаю, Мейзу не разорятся, их поддержит тоже китайское правительство. Saleable S101 мне идут, я их очень жду. Не знаю, когда они придут. Почта. Почта может вести все очень долго. Счастливо, IQ. Спасибо, что был. На пользу не подписался, в неудачниках остался. Ну, нет, не факт. Герты. Да, Герты. Все правильно, Артем. Стоит ли покупать браслет Xiaomi или лучше собрать на часы? Мне для бега про носки огромный плюс. Лучше соберите на часы. Xiaomi-шный браслет бесполезен, там нет GPS, там нет, ну там есть датчик пульса, но он до 180 более-менее адекватно показывает. Вот, стоит ли покупать браслет Xiaomi? Так, есть ли разница между носками за 50 рублей и за 200? Да, Инал. Притом космическая. Лучше покупать тупо найковские носки, либо айсексовские для бега. Они у вас проживут не 1 год и не 5, может быть и все 10. Тема с распродажами уже раскрыта, как можно назад отмотать. Павел, я закончу стрим, по-моему, можно, я не знаю, если честно, как. Стрим сохранится, обработается, и вы сможете посмотреть, там буквально 20 минут я рассказывал. Верч или бип? Занимаюсь в тренажерном зале, иногда катаюсь на велосипеде. Бип, потому что смысла в Верджи нет, все равно, опять же, потом зальет датчик, у вас будет бредовое показание пульса. Диана, я и так сделала резервную копию, восстановила данные, но не было никакой пользы. По поводу MSFit бипа, Диана, кстати, из 150 человек, если у кого-то есть MSFit бипа, у многих проблема с погодой. Решается она просто. Вы ставите программу, называется Notify and Fitness. После того, как вы поставите Notify and Fitness, все с погодой у вас станет хорошо. Лонцик Мото, Долгих Михаил. Мейзу, настолько я знаю, частично принадлежит правительству Китая. Да, может быть, они ее полностью выкупят. Но слишком большая компания, чтобы просто умереть. Опять же, это мое субъективное мнение. Я очень не люблю этих горе-техноблогеров, либо экономистов, либо политологов, которые каждый день говорят, завтра будет коллапс, все умрут. Бренд, он жить будет всегда. Если его покупают, Meizu это бренд. Его перекупит кто-то другой. Может правительство, может нет. Может он вольется в тот же Huawei. Может быть, как Nike купил Reebok и т.д. и т.п. Если посмотреть вот это древо корпораций, то по большому счету там принадлежит всем 2-3 корпорациям. Что железо, ну кроме стартапов всяких маленьких. Почему вы не показываете JBL, гарнитуры и прочее? Потому что JBL дорого стоит просто. У меня стрим отматывается. Отлично. Я спрашивал за детские часы Huawei Children Watch 3 Pro. Ценник на Али десятка. Да ладно. Это очень дорого. По-моему, есть дешевле. Вы зря. Ну, я, Сергей, поищу. Закажу и расскажу. Кинь ссылку на погоду к бипам, буду признателен. Еще раз повторяю, Иван, скачивайте Notify and Fitness программку и все. И будет у вас с погодой все норм. Айсексы хорошие, но дорогие. Кстати, Nike изначально сделали деньги на том, что перепродавали дешевые качественные айсексы. Понятно. Что если сделать обзор со списком смартфонов с поддержкой aptX или aptX HD? Может быть, кому-нибудь будет интересно узнать о смартфонах со встроенным ЦАП. Может быть, но это чуть-чуть не мой формат. Nike купил Reebok, ой, очень-очень давно. Adidas купил Reebok. Тьфу, простите, пожалуйста. Вон он про Nokia, вспомните, до сих пор живет. Reebok купил Adidas, да. Нет, это Adidas купил Reebok, Аллах.
Подписался, у тебя обзоров за последний год. Респект в обзоре ушей Нилкин, штангель электронный. Стоит ли брать пластиковый карбонный корпус? Сэм, Дим, этот штангель у меня умер. Я заказал металлический. Не советую. Мифит удалить? Да, Диана, Мифит удаляйте, Notify Fitness устанавливайте, только сначала девайс отключите, отвяжите. Я ношу обычно ТВС. Новеньким, если не сложно, подпишитесь, если было интересно. На канале больше 280 обзоров. И ставим лайк, если нравится стрим, если нравятся обзоры. Здесь все быстро и кратко, это только стримы у меня такие долгие, потому что я отвечаю на ваши вопросы. Дальше. Я ношу обычно ТВС, было 2 пары, в карманах джинс, и для меня миниатюрность и форма самой коробки важнее объема аккумулятора. Может быть глупая, но просьба. Мог бы ты в будущих обзорах таких ушей добавлять такой коммент, как с их размером помещаются условно в те же передние и задние карманы джинс. Это всего несколько секунд, но, как кажется, может быть информативно. Обязательно. Спасибо за грамотную ремарку. Буду это делать. Вот какие наушники беспроводные со шнурком можно взять до $25, кроме Huawei AM61, желательно микрофон более или менее. Rockspace абсолютно не распиаренная фирма, великолепное звучание, очень советую. Notify Fitness, Mi Fit можно не удалять. Тимур, я не в курсе был. Но отвязать от Mi Fit точно надо, наверное. У меня уши high-low, мне нравятся, держат 6 часов плюс 30 минут, зависит от громкости. Я их заказал, Артем, расскажу, проверю вашу инфу. От Nokia только название живо, ну а что делать? Завтра умрет Apple, российские телефоны, бренды станут королями рынка. Павел, у нас прям фантастика. Привет, Польза, привет, Вадим. Можете взять герты футбольные вместо мазков? Что думаешь, что если взять бутсы футбольные без шипов, они же по идее для бега созданы? Нет, бутсы футбольные без шипов, не надо бегать в них. Иван скачал, отлично. Когда выйдет обзор на Silable S101? Как только они мне дойдут. Но если Meizu выкупает кто-то, то, соответственно, им уже придется делать продукты не такие уникальные, как делают все. Мне очень нравится дизайн у всех Meizu, но так как с поддержкой прошивки это беда. Да, а еще мне очень нравятся их наушники. Заказал Rockspace, жду. Молодец, Алексей, поздравляю. Где купить носки беговые? На Алике или на Wildberries денчик можете купить. На Алике не стоит покупать вещи. Загрузчик у них заблокирован, соответственно, нет кастомов почти, которые есть очень нестабильно. А на Rockspace есть обзор на канале? Да, Виталик, конечно, на несколько Rockspace'ов. Илья, салам. Кракен, привет. Ты дошел до нас. Почему Mi Fit надо удалять? Может и не надо. Серега, я, если честно, устанавливал отдельно Mi Fit, отдельно Notify Fitness, чтобы они не конфликтовали. Кстати, Notify Fitness вспомнил, советую удалить Mi Fit. Насчет погоды в бипах для всех. Поставьте, купите приложение MSFit Master. Там погода от Яндекса. Супер приложуха. Спасибо, Сэм, Дим. Теперь будем знать, что еще есть MSFit Master. Владислав Денисов, пользуясь, сделай, пожалуйста, обзор на Rockspace B30. А у меня есть, Владислав, на EB30, по-моему, обзор. Павел, что скажешь сейчас про FlyPods? Обзор видел. Ничего, я их юзал вот тогда давно. Мне нравится у Huawei FreeBuds 2 вкладыши. А затычки, ну есть аналоги. Funkel мне понравились больше. Герты надо брать вместо носков. Они же тоже икры покрывают. Да, герты, но беговые, не футбольные. Польза, скажи, стоит ли менять Mi Band 3 на Mi Band 4? Думаю, да, если вы сможете продать Mi Band 3. Как тебе новые часы? Лучше Стратусов? Нет, Вадим, бесит, что нет Always On Display, если честно. Хорошо, после стрима посмотрю. Окей. Мне нравятся твои ролики, кратко и быстро. Илья, мне тоже, но если честно, если я когда-то раскручусь, и у меня будет свой монтажер, все-таки ролики я буду делать в 2 раза длиннее, потому что не все знают, что есть кнопка замедления. Ну, очень я быстро говорю, я понимаю, что людям тяжело, и у меня получается, я сам пересматриваю ролики, понимаю, что информация концентрированная, просто как, не знаю, лимонный сок. И, наверное, тяжело воспринимать некоторым людям. Некоторым, наоборот, зашибись, потому что ты тратишь меньше времени, бах, включил, 4 минуты потратил, и, в принципе, все знаешь.